Мы просто проиграли. И мы проиграли не только свою жизнь, но, к сожалению, жизнь наших детей. Я была плохим главным редактором. Да. Мы умершие живые, понимаете? Жизнь, в которой мы жили и которая была, она умерла. Я лично ответственна за то, что происходит в Украине. Очень важно, чтобы россияне слышали именно от российского журналиста, какой кошмар там творит Путин. Сам Путин не может остановить войну? Нет, никогда. Он отлично понимает, что он жив, пока он ведет войну. Двух вещей не происходит в демократиях. Массового голода и массового убийства. Почему? Потому что им переизбираться надо. Мой дом – это Москва и Россия. Я не против, если у меня будут внуки. Скажи, Гордеевой, скажи. Мы с вами находимся. Это называется Jordan Center for Advanced Study of Russia. Центр Джордана для продвинутого изучения России. Это наш Йордан, Борис Йордан, который был на НТВ. Это Борис Йордан, который когда-то дал деньги на этот центр. Так я понимаю. Это принята такая практика в американских университетах. Вот в той части люди, которые профессора, они прежде всего изучают русскую литературу, в основном 19 век. Есть историки, которые читают здесь лекции по советской и российской истории. И вот Jordan Center, в котором я и нахожусь. Я читала один курс, который назывался «Why people choose autocrats?» «Почему люди выбирают автократов?» На примерах 28 стран, которые вступили на путь посткоммунистической транзиции после 1990 года. У меня был класс 47 человек. А второй курс, который я читала, это назывался «Восхождение государства секретной полиции». Это, собственно, история КГБ. И самое главное, вот что произошло после конца Советского Союза. Что произошло с КГБ и как случилось так, что они взяли власть. Понятно, что сейчас у власти в России находится не просто один человек, бывший полковник КГБ СССР, но корпорация на всех возможных этажах власти находится выходцы из КГБ. Когда в 1992 году вы написали свою книжку «Мина замедленного действия», это первая книга о КГБ, наверное, в мире, написанная из России, вы закончили ее вот как. Суфлер тоталитарной власти, именуемый Комитет государственной безопасности СССР, не может до бесконечности оставаться за кулисами политической сцены, но обязательно попытается заявить свои претензии на главные роли в том спектакле, что разыгрывался на территории СССР. Тем более, что тексты для этой драмы писались при прямом и самым действенном участии КГБ. Вы пишете в 1992 году, когда всем остальным кажется, что КГБ повержен. Почему вы тогда так написали? И правильно ли я понимаю, что с каждым годом вы убеждались в своей правоте? Первый вариант этой книжки был написан в 90-м году. Главы читали «Радио Свобода» из Мюнхена. В 91-м году первый вариант вышел на немецком языке, потому что, конечно, по-русски его нельзя было опубликовать. А вот в 92-м уже удалось опубликовать это по-русски. И практически весь тираж скупил Лубянка. 50 тысяч экземпляров там было? Да. Они меня все знали. А я же тогда входила во всякие комиссии по расследованию деятельности КГБ. И все время, значит, тогда еще можно было ходить по коридорам главного серого здания на Лубянке. И буквально вот они мне говорили: «Женечка, хотите, мы вам такой файл дадим? Или хотите, мы вам такой файл дадим?» Они ждали, что их будут вешать на фонарях, и поэтому им надо было задружиться со мной. Потом стало известно, что книгу положили на стол Ельцину, которого я никогда в своей жизни не видела. И тогда точно они решили, что сейчас вот я практически буду руководителем, значит, КГБ. Дело в том, что это было совершенно очевидно. КГБ – это самый сильный, самый мощный институт советской власти. Это институт репрессий, это институт долгой институциональной культуры, построенной на насилии, на бесправии, на
абсолютном приоритете государства, они и есть государство. Они госбезопасность, но они не то, чтобы только защищали государство, они, собственно, и есть выражение этой государственной безопасности. И плюс полное неуважение к правам человека. То есть это выстроенная институциональная культура. Как бы это ни называлось, ВЧК, ЧК, ГПО, ГПУ, НКВД, НКГБ, МГБ, КГБ, ФСБ сейчас, это совершенно не важно. Сохранилась вот эта институциональная культура. И когда у вас есть такая мощная институциональная культура, то понятно, что она не может просто раствориться, если вы ее не уничтожите. После кончины Сталина партийная бюрократия, а КПСС это была, конечно, не партия, а форма управления государством. Они просто смертельно боялись НКВДшников, потому что расстреляны были прежде всего вся элита Советского Союза. 22 тысячи чекистов и милицейских было тоже расстреляно. И поэтому, когда Сталин умер, и при помощи маршала Жукова, маршала Победы, как его называли, удалось арестовать Берию, и там тогда еще примерно 150 высших чиновников НКВД, МГБ тогда называлось, тоже было арестовано, то первое, что делалось, если вы посмотрите при Хрущеве и потом при Брежневе, это инфликция партийной бюрократии в КГБ. И они всячески пытались контролировать КГБ. Они очень боялись. Исключительно из чувства самосохранения. Во время перестройки вот этот институт, который конкурировал за главный товар, который был при советской власти, за информацию, ЦК КПСС, он был уничтожен. Его снесли. И вдруг оказалось, что коммунистов-то снесли, а ГБшники оказались востребованы. Кем они были востребованы? Как новой властью. Тут же новая власть. Я хорошо помню, мы стоим, значит, заседание комиссии по расследованию деятельности участия Комитета государственной безопасности в перевороте. Была комиссия такая. Она заседала в сером здании Лубянки. Вот я хорошо помню. Мы стоим у окна с видом на Лубянскую площадь, где уже Дзержинского нет, а только постамент еще тогда остался. С двумя другими членами комиссии. Один был Станкевич, второй был Шахрай. Оба ключевых чиновников в ельцинской администрации. И они мне говорят: Жень, ну ты пойми, разведка Украины уже начинает действовать на территории России. Как мы можем закрыть КГБ? Как мы можем? Разведка Украины. Украины. И белорус, они же просто пытаются украсть наши секреты. Я на них смотрела, я думала, у меня казалось, что вот я какой-то сюр. А тогда руководитель этой комиссии Сергей Степашин дал интервью московскому комсомольцу, в котором был поставлен заголовок: КГБ СССР должен быть распущен. Степашина вызвал к себе Ельцин, устроил ему головомойку. Я сказал: вы чего? И дальше аргументация была такая. Значит, во-первых, конечно, Украина и Беларусь, которые хотят стырить секреты России, это понятно. А главное – это коммунисты. Тогда такого Евгения Севастьянова, его назначили руководителем Московского управления КГБ. И он на меня очень обиделся, потому что я написала статью в «Московских новостях» о том, что какая культура возьмет верх – демократов или, значит, чекистов. Так вот, Севастьянов мне объяснял, что коммунисты будут все время готовить переворот. Кто-то должен ими заниматься. Понимаете, вот люди, которые пришли к власти в демократической России, они считали политический сыск возможным. Они полагали, что вот была плохая власть, коммунисты, и было плохое КГБ. А они хорошие и демократические, и будет хорошее КГБ. Ну вот мы и получили.
В 1991 году программист из Канады Джеймс Гослинг впервые задумался о том, что человечеству нужен универсальный язык, но не для людей, а для электронных приборов, которых с каждым днем становилось все больше. Сперва команда Гослинга работала над созданием универсального мини-компьютера, который мог бы стать своеобразным пультом управления для всех этих электронных приборов. Но к 1994 году всем и особенно разработчикам стало понятно, что будущее за интернетом. И именно он нуждается в универсальном языке программирования. Мы хотели сделать что-то из области ядерной физики, но так, чтобы другой разработчик посмотрел на это и сказал: ну, это не ядерная физика. Так, в нескольких словах, Гослинг описывает суть работы над языком Java, который по сей день является одним из самых популярных и востребованных в мире. На этом языке созданы сервисы Netflix и Uber, а также множество внутренних банковских систем, игр, Android и веб-приложений. При этом Java несложный в освоении язык и подходит даже для новичков без навыков программирования. Если вы хотите освоить универсальный язык программирования и стать востребованным специалистом, то почувствовать себя Java-разработчиком можно совершенно бесплатно на курсе образовательной платформы «Нитология. Основы разработки на Java». Курс длится 2 недели. За это время вы разберетесь в основах языка Java, узнаете, чем ежедневно занимаются Java-разработчики, своими руками разработаете приложение для загрузки фотографий с сайта НАСА. А еще узнаете, как ваше приложение может взаимодействовать со сторонними системами, и напишите на его основе Telegram-бота. Если вы поймете, что Java-разработка – это 100% ваше, то продолжить обучение можно будет на платных курсах нитологии. Команда методистов, экспертов и кураторов нитологии постоянно работает над тем, чтобы программа курсов была актуальной и соответствовала требованиям ведущих работодателей. Работу, кстати, тоже помогают найти, причем на всех этапах, от сбора портфолио до прохождения собеседования. А еще лучшие студенты проходят стажировку в компаниях-партнерах нитологии. Переходим по ссылке в описании или QR-коду на экране и регистрируемся на бесплатный курс «Основы Java-разработки». А по промокоду Гордеева получаем скидку в 45% на все платные курсы нитологии. Какой момент у журналистки, которая пишет о науке и занимается астрофизикой элементарных частиц, происходит какой-то щелчок, и вы начинаете интересоваться КГБ? Ну, мягко говоря, это разные сферы жизни. В 1986 году было столетие Николая Ивановича Вавилова, знаменитого генетика, создателя Всероссийского института растениеводства. Он был арестован в 1938 году, когда Лысенко начал подниматься. На него был написан донос. В 1943 году Николай Иванович Вавилов умер в саратовской тюрьме от голодной дизентерии. Человек, который создал крупнейшую коллекцию семян растений. Великий генетик. Я поехала в Ленинград собирать материал к очерку о столетию Вавилова. И пришла в институт растениеводства. И он существовал. Но все архивы времен, когда Николай Иванович Вавилов был директором института, они были на чердаке, покрытые птичьим пометом. И вот, пробираясь через пыль и птичий помет, я нашла донос на Вавилова, написанный одним из профессоров института. Я опубликовала его. А потом в архиве Академии наук я, собственно, нашла заключение о том, что Николай Иванович Вавилов умер не потому, что у него там воспаление легких было, а потому что он от голодной дизентерии. Когда я вернулась в Москву, я начала искать следователя. Потому что мне казалось, что это совершенно естественно человек, который последний разговаривал с живым Николаем Ивановичем Вавиловым. И около центрального телеграфа был киоск. Такие киоски были тогда по всей Москве. Ведь все справочные книги были под грифом секретности в Советском Союзе. Вы не могли просто взять телефонную книгу. Это не разрешалось, это было секретно. Так же, как все карты, там же были все перемешаны улицы, чтобы ЦРУ не поняло, как добраться до Кремля. Абсолютно на полном серьезе. Дома были перемешаны. Да ну ладно. Ну, конечно. Но они же были больны совершенно своей секретностью. И ты приходишь вот в этот киоск, и ты там заполняешь такой квиточек.
когда ты кого-то разыскиваешь. И я указала там Александр Хват, я уже не помню его отчество, год рождения я примерно вычислила. Должность я написала следователь НКВД. И вдруг она мне дает там, эта женщина, адрес, улица Горького, там дом такой-то. Это около метро Маяковского, там дома НКВД. Я просто позвонила в дверь. И мне открыла женщина, я сказала, вот, могу ли я увидеть товарища, я, по-моему, сказала, Хват. И вышел старик. Я сказала, здравствуйте. Вот я занимаюсь таким-то, таким-то. Вы такого помните? Помню. Я хотела бы вас спросить. Проходите. Я и прошла. Он никогда в жизни не видел журналиста. Он не мог себе, Хват, представить, что кто-то может прийти в квартиру полковника МГБ без разрешения. Более того, Катя, я вам скажу. Мы написали в «Московских новостей» запрос в Центр по связям с общественностью КГБ СССР, с которого ответили: Хват умер. Вот. Я с ним сделала интервью. Вот, собственно, с этого началось. А потом ко мне пришла его дочь. Она была секретарем парторганизации Советский Союз, секретарь парторганизации Института математики имени Келдыша Академии наук СССР. Это такие должности, которые всегда отдавались вот, проверенным людям. И она мне стала рассказывать о том, какой замечательный отец ее папа. И как он спас всю семью в блокадном Ленинграде. А я ей говорю, а вы знаете, как ваш папа спасал всю семью в блокадном Ленинграде? Они вместе с полковником Кружилиным сажали ученых и отбирали у них карточки. И их семьи, этих ученых, умирали от голода. А он спасал свою семью. Она мне рассказала, что после моей публикации она была очень шумная, и кто-то из языков его встретил, набил ему морду. Ну, нехорошо стариков, конечно, бить, но понять могу. Я уже потом знала, что он творил с Вавиловым. Он ставил Вавилова на стойке. Это когда много дней человек стоит, у него лопается вена на ногах. И просто вены превращаются в кровавое такое месиво, ноги. И пробочки, когда в пробки как бы из-под шампанского вставлялись иголки. И Николай Иванович Вавилов, вот с ним, его приносили на руках в камеру. Остались воспоминания. Но вы пишете статью про Вавилова, потом интервью с Хватом, потом что-то еще, но тут бы и остановиться. Нет. Потом я сидела в архивах Главной военной прокуратуры. А как я там оказалась? Дело в том, что были люди, которые мне помогали тайно. Они мне ксерокопировали кое-какие дела. Был такой замечательный генерал Викторов. Его давно нет на свете, поэтому можно об этом говорить. Он был заместителем главного военного прокурора во время реабилитации. И он был один из тех, кто занимался реабилитацией. И на него это произвело какое-то совершенно чудовищное впечатление. И вот генерал Викторов, он мне там что-то ксерокопировал и приносил. А я, например, что-то публикую в «Московских новостях, и после этого мне звонит там главный военный прокурор или заместитель главного военного прокурора, говорит: Женечка, откуда у вас это? Я говорю: ой, вы представляете? И, в общем, играли мы в такую игру, после чего они меня туда пустили. И я прочитала дикое количество дел, потому что люди, которые вот сидели по тюрьмам и лагерям, они писали, а прокуратура занималась надзором, как бы надзором. И они все свои жалобы о том, как их пытали, что делали с их дочерьми на их глазах, как, значит, их преследовали, как отнимали их с квартиры, выгоняли их жен на улицу, насиловали, что так далее. Вот обо всем этом они писали в Главную военную прокуратуру. И в Главной военной прокуратуре все это вот так вот подклеивалось. И вот я читаю там дело людей, которые там работали где-то в машиностроении, и вдруг упоминается следователь Боярский. Потом еще где-то. Потом само, собственно, дело этого Боярского. И там дело его из КГБ. И этот Боярский доктор наук, доктор геологических наук, кандидат исторических наук, значит, член Союза журналистов. Он жил на Арбате, угловой дом рядом с американским посольством. Тоже были дома НКВД и КГБ, потому что таким образом они могли прослушивать американское посольство. Я к нему пришла,
Я была уже, наверное, на 8-м месяце беременности. Он мне говорит: Женечка, хотите, я вам дам диетолога хорошего? Я говорю: потом, Владимир Анатольевич, потом. Да? Я опубликовала первый материал, и был страшный скандал, потому что у этого самого Боярского был ход к Лигачеву. И вот, значит, Владимир Анатольевич начал против меня борьбу, потому что я пошла во Всероссийскую, значит, аттестационную комиссию, где были все диссертации. И я узнала, что кандидатом исторических наук он стал, потому что он посадил историка, который написал ему диссертацию о гуссистском движении в Чехии. Потом я стала выяснять, как же он стал доктором геологических наук. И оказалось, что еще в 1937 году, когда он работал в Северной Осетии, чекистом, естественно, там страшные вещи он творил, он завербовал одного ученого там, которым уже в то время, когда я им занялась, был академиком Большой академии наук. И вот он и его ученики написали Боярскому докторскую диссертацию. Дальше я пошла в Союз журналистов. Короче, Катя, я прошлась по всем адресам. То есть это оказалось интереснее, чем астрофизика? Да. Вы понимаете, я спать не могла, потому что, хотя уже у меня маленькая уже Лёлька была, но это такой кошмар. Я в одно время пыталась систематизировать пытки, которые они устраивали, что они делали с людьми. Боярский, значит, человек, который несколько дней не пил, он говорил: я тебя сейчас напою из моего краника, расстегивал зиппер. Это ужас, что они творили с людьми. Короче, его лишили звания кандидата исторических наук, доктора геологических наук, исключили из Союза журналистов, из Союза писателей, и он потерял свою работу в Академии наук. Вот, понимаете, для меня это, если хотите, это был момент такой, эти люди, у которых даже могил не осталось, потому что их пепел, их сожженных в московском крематории, пепел разбросан по дорожкам этого крематория, как и пепел моего деда. Вот у них ничего не осталось, могил нету. Их убили, они не могли попрощаться со своими близкими. Их убивали страшно. Заводили в комнату, сначала ударяли сзади колотушкой. Они падали, и после этого стреляли в затылок. И вот мне казалось это ужасно важно. То есть вы думали, что вы сможете их победить одна? Я не думала про победить. Мне казалось, что это обязательно надо публиковать, чтобы сограждане знали, что в нашей стране одни люди, облеченные полномочиями, делали с другими людьми. Мне казалось, что это ужасно важно об этом рассказать. И, во-первых, вернуть какую-то память этим сотням и сотням тысяч безвинно убиенных. И, во-вторых, хоть какую-то, пусть хотя бы дети Хвата, Боярского и так далее, пусть хотя бы дети узнают, что делали их отцы. Пусть им хотя бы будет стыдно. Пусть они бегут в паспортные столы, меняют фамилии. Понимаете, мне казалось, что это очень важно, чтобы это не повторить. Но это довольно быстро же все закончилось, потому что стало совершенно невозможно никуда проходить. Я стояла на демонстрации, значит, у Желтого дома на Лубянке, там меня перестали пускать. Когда я сняла фильм вместе, между прочим, с Татьяной Митковой «Страна под колпаком», и там был большой кусок о завербованных агентах КГБ в различных конфессиях. Они были во всех конфессиях, абсолютно во всех конфессиях. Этот фильм так и не показали никогда в России. Показала вся Европа. Но тогдашний патриарх Алексей II, он же агент КГБ Долгов, приехал к тогда руководителю Верховного Совета РСФСР господину Хасбулатову, и так были закрыты все расследования, связанные с различными конфессиями. За минувшие несколько лет его видели в парке на велосипеде, в толпе на ханукальном фестивале и, наконец, в кинотеатре в очереди за попкорном. Самого обсуждаемого нового жителя Тель-Авива зовут Квентин Тарантино.
В 2018 году вместе с женой, израильской певицей Даниэлой Пик, он приехал побыть некоторое время у нее на родине. Затем был вынужден задержаться из-за пандемии, а потом ожидаемо втянулся. Тель-Авив – это маленький Лос-Анджелес, рассказывал голливудский режиссер в одном из интервью. Великолепные бары, крутые клубы, классные рестораны. Впрочем, в барах Квентина Тарантино, ставшего отцом уже дважды, замечают все реже. А вот на детских площадках тель-авивцы встречают его все чаще. Кстати, дети и жена голливудского режиссера имеют израильское гражданство по праву рождения. Сам Квентин Тарантино со вторым гражданством не торопится, но если захочет получить его, с этим вряд ли возникнут проблемы. А вот репатриантам из России в последнее время становится все сложнее. Постоянно обновляются миграционные правила, процесс репатриации становится все сложнее, и только для оформления документов приходится задерживаться в стране на несколько месяцев. Сократить этот процесс до нескольких дней и подготовить надежный пакет документов можно при помощи Центра репатриации «Герцель». Если у вас есть еврейские корни, и вы задумываетесь о репатриации, но не знаете, с чего начать подготовку, где искать нужные документы и можно ли вообще их найти, например, ваши предки были вынуждены скрывать свое еврейское происхождение или меняли фамилию, то в Герцле вы найдете полную поддержку от поиска нужных свидетельств в российских архивах до подготовки и оформления всех необходимых бумаг уже в Израиле. В центре Герцль помогают не только собрать документы, но и подготовиться к консульскому собеседованию. Вас буквально за руку проведут по нужным инстанциям и подскажут, каких вопросов ждать и как лучше на них отвечать. Часто отсутствие нужных бумаг на консульской проверке, а эти бумаги в каждом случае разные, это еще как минимум 3 месяца ожидания. Специалисты центра повышают ваши шансы пройти консульскую проверку быстро и с первого раза до 99%. То есть экономят самое важное – ваше время. Герцель предлагает несколько тарифов услуг. В большинство из них включен трансфер к месту проживания в Израиле, а в некоторые – подбор апартаментов в Израиле, а также оформление виз в США и Великобританию. С промокодом Гордеева вы получите скидку в 5% на любой выбранный тариф. А еще первые 5 человек, которые перейдут по ссылке в описании или QR-коду на экране, получат услугу архивного поиска под ключ бесплатно. Переходим по ссылке в описании или QR-коду на экране и открываем себе дорогу в новую жизнь. Одно из ваших любимых моих интервью, оно любимое с точки зрения психологических контрастов. Это не вышедшее интервью ваше в школе злословия. И оно заканчивается вашими словами, что у меня всего было не по одному, и мужей у меня тоже был не один. Но нигде в интернете, по крайней мере, не написано, кто были ваши другие мужья, кроме Ярослава Голованова. Ну, пусть это и останется. А сколько их было? Ну, примерно 3, но... Жень, сколько их было? Послушайте, у меня была большая и счастливая жизнь. И я всех своих мужей и любовников очень любила. И пусть они так и останутся, как они есть. А со Славой у нас ребенок, и это абсолютно ребенок любви. Кстати говоря, я была в Ленинграде, как раз занималась Вавиловым, а Слава летел из Монголии в Москву. И самолет посадили в Ленинграде. И он уговорил каким-то... Он был невероятного обаяния человек, все бабы были его. Поэтому каким-то образом он уговорил стюардессу подогнать трап. Он оставил свои вещи там кому-то из коллег и убежал ко мне в гостиницу «Октябрьская». И там, собственно, была зачата Лёлька. Вот это да. Да, Голованов такой был. И в этом смысле Лёлька, конечно, была совершенно любимый ребенок. На сколько лет он у вас был старше? На 28. Это очень много. Тяжело? Ну, как вам сказать? Вы в какой-то момент оказываетесь в разных мирах, в разных поколениях. Грубо говоря, я хотела танцевать на столах в ресторанах, а он уже не хотел танцевать. Но важнее другое, что когда я начала писать о КГБ и вообще ушла в политическую журналистику, а мы же с ним познакомились на том, что нас, научных журналистов, было в Москве тогда 4 или 5 человек. И мы с ним познакомились, мы оба приехали на
конференцию по внеземным цивилизациям в городе Таллине, куда приехали лучшие физики мира. Это была абсолютно физическая проблема. Центр галактики, 30 тысяч световых лет, там, наверное, кремниевая жизнь, потому что понятно, что никакой воды не может. Тогда еще не были открыты другие планетные системы, но было понятно, что Солнечная система когда-то была системой 2 звезд, поэтому одна звезда погибла, потухла. Это позволило планетам выстроиться. Земля оказалась не слишком близко к Солнцу, чтобы не выпарилась вода, как на Венере, не слишком далеко, как Марс, и поэтому она удержала воду и так далее. И вот там мы с ним познакомились и бесконечно говорили о Вселенной, там, полеты. Я хотела очень полететь в космос. Мне очень было интересно попробовать, что это такое. Я, конечно, не понимала, что с моей фамилией, в общем, такие вещи не происходят. Но это как-то стало в моем голове отдельно. А Слава мечтал полететь в космос, и Сергей Павлович Королев ему обещал это. Но Сергей Павлович Королев умер, и идея отправить в космос журналиста закончилась. Слава отбирался на этот полет, но... А по-честному, потому что я думала, что это легенда. Нет, он не прошел медицинские испытания, у него был обнаружен диабет. И для него это закончилось. Он ужасно переживал, потому что он мечтал об этом. Но когда я начала заниматься политической журналистикой, это сначала была совершенно другая журналистика, потому что она просто совершенно другая, чем научная журналистика. Это был такой эскапизм, конечно. Научная журналистика – это то, что тебе позволяло не цитировать бесконечно Брежнева, не рассказывать, как сказала руководящая и направляющая сила времени Коммунистическая партия Советского Союза, не вступать в коммунистическую партию, ну и так далее. А нельзя было сделать ни карьеру, ничего, если ты не вступал в партию. Ну, есть вот ваше совместное появление с Головановым в кадре. Это вы даете интервью Матвею Гонопольскому в ныне покойной программе «Бамонт». И там Голованов совершенно четко говорит, что я вообще не интересуюсь политикой. Мне кажется, что это вот что-то такое пустое. Но вы там так страстно и так эмоционально говорите о политике, и видно, что он на вас смотрит и как будто бы думает, зачем тебе это? Да, Славе казалось, что политика – это что-то такое вот. Но он вырос в актерской семье. Папа режиссер, мама актриса. Дед, переводчик Гомера, знаменитый был Николай Николаевич Голованов. И политика – это было что-то такое вот низменное, понимаете? И Слава был блистательный журналист. Я выросла на его этюдах об ученых, которые он публиковал в «Комсомольской правде». Я его читала совершенно религиозно. Я читала до того, как мы познакомились. Я знала... Я думаю, что он в меня влюбился, потому что я цитировала его книги. Я помню, как мы с ним танцевали в Таллине. Я ему говорила, а вот вы, Ярослав Кириллович, писали там-то и там-то, а вот я хотела у вас узнать. Да, я совершенно религиозно его читала и знала. Было ощущение, что как будто он не пережил распада Советского Союза, эмоционально не пережил. Может быть, из-за этого он пить начал. Он пил всегда. И это была наследственная история. И, к сожалению, в Советском Союзе не было лечения, которое уже в мире было. И, конечно, то есть вообще никакого не было, на самом деле, лечения. Это тяжелая история была, очень тяжелая. И собственно, конечно же, в большой степени она нас развела. Второе, Слава очень много делал документальных фильмов для различных суперсекретных предприятий, связанных с ракетной техникой. Они ему платили какие-то феерические совершенно деньги. Это создавало такую вот, некоторую распущенность, если хотите. Но самое главное, что эту болезнь очень тяжело лечить, но ее научились лечить. И есть на этот счет сейчас и таблетки, и всякие разные варианты, которые позволяют выводить человека из запоя. А Слава запивал на 2 недели. И, в общем, это, конечно, была тяжелая история. Вы про себя думаете, что вы не справились, поэтому ушли? Что значит справилась, не справилась? Когда я была молодая, я его укладывала в кровать и не выпускала оттуда дня 3. И выводила таким образом из запоя. Но
к сожалению, я была молодая и глупая. Мне казалось, что я сумею его вытащить, что я сумею с этим справиться. Ну, потому что если ты женишься на молодой женщине, которая, в общем, может заниматься любовью почти бесконечно, то там одно из двух. И пока у меня не было там ребенка, но потом все это стало сложнее, надо было зарабатывать деньги. В общем, все стало значительно сложнее. Понимаете, ведь не случайно вся современная наука об алкоголизме говорит о том, что алкоголизм – это не заболевание одного человека. Лечить надо всю семью. Это тяжелейшее психологическое заболевание для всех людей, которые живут с алкоголиком. Я знала, вот когда Слава выпивал полрюмки, я уже знала, что он выпил. Я обследовала весь дом. Мы жили в Переделкино на даче, у нас в Москве не было жилья. Когда Горбачев объявил сухой закон, это было лучшее время. Потому что значительно труднее стало покупать алкоголь. Но тогда он начал пить тормозную жидкость, одеколон и так далее. Я находила это все. Было у вас искушение не бороться, а пить с ним? На меня алкоголь не имеет никакого воздействия, никакого. Наоборот, мне казалось, что я сумею как-то убедить Славу, что это совершенно разрушительно для нас и для наших отношений. Как вы понимаете, это ни с какой точки зрения. Я вам одну хочу сказать. Я не хочу дальше, если можно, на эту тему разговаривать, но я вам скажу одно. Это мучительная, несчастная жизнь, которая совершенно разрушает тебя изнутри. Я все время старалась оградить Лёльку от всего этого, чтобы только она не видела. Как только Слава запивал, я ее забирала и уезжала. Потом оказалось, что все равно, к сожалению, она много чего видела. Есть же запойный алкоголик, а есть те, которые пьют там каждый день, но понемножку. А есть те, которые запивают и допиваются до белой горячки. Вот у нас был второй вариант. И они должны понимать, что они совершенно разрушают женскую жизнь и женщин, которые живут рядом с ними. Но, к сожалению, в Советском Союзе считалось, что баба должна терпеть. И все Славины друзья очень меня осуждали, потому что они говорили, ну как? Ну да, ну пьют, слушай, ну все пьют. В 95-м году вы поехали в Чечню на Первую Чеченскую войну. Сколько вашей дочери было в этот момент? Лёльке было 7 лет. Что вам говорили ваши близкие? Мои близкие ничего про это не знали. Вы сказали мужу, что вы в Владикавказ едете? Да, вы хорошо подготовились. Я сказала, что я еду в Владикавказ. Ну, конечно, я им не говорила. Это было хуже. Мы прилетаем во Внуково, а мы летели обратно вместе с Сергеем Адамовичем Ковалевым, который был тогда омбудсмен. И поэтому, когда мы вышли из самолета, куча камер, и все это Слава увидел именно по телевизору. Ну вот, ну и все слова, так сказать, качество моего материнства и, значит, состояние моей головы и так далее, все я услышала. Я все равно считаю, что это надо было делать. Но это профессия моя. Что вы там увидели такого, что изменило ваше представление об этой войне? Послушайте, ну до хрена всего. Я увидела горящий Грозный, в котором чеченцы своих стариков вывезли, а русские старики остались там. Они никому не были нужны, потому что чеченцы их не вывозили, а российским войскам было совершенно плевать на этих стариков. А русские старики были брошены. И еду им в горящий Грозный возили мы, журналисты. Мы базировались в Назрани. Не помню, там сколько, 27 километров было от Назрани до Грозного. Причем такая активно простреливаемая дорога. И возили мы еду. Потому что есть им было нечего. Потому что я увидела рядом с площадью Минутка, были на улице 8 марта, она так называлась, были дома для слабовидящих.
И эти старики были брошены одни. И я видела стариков, вот мужик шел за водой, и его убило. И он лежал на дороге. А мы входили к ним в дома, да, начинался обстрел. А там все время с двух сторон. Там вообще невозможно было понять, откуда, где. Стреляли все время. На площади Минутка это кошмарный ужас был. Я думала, что же это за российская армия, российская власть, которая идет бороться с независимостью Чечни, чтобы, ну как же, это же наша территория. Что им там было делать вообще? Один человек мне сумел ответить, что мы забыли в Чечне. Я в 97-м году всех обошла. Всех, кто занимался так или иначе, был связан с войной, с Чечней, с антибезопасностью, в правительстве, во всем. Вы будете смеяться. Это был Сергей Владимирович Кириенко, заместитель министра нефти и газа он тогда был. Он сказал, на шельфе Дагестана стратегические запасы нашей нефти. Если уйдет Чечня, уйдет и Дагестан. Мы этого допустить не можем. Они воевали за нефть. Я пролетела уже во Вторую войну, пролетела на вертолете от Моздока до севера Чечни. И вот мы летели очень низко, у чеченцев были стрингеры, поэтому там вертолеты, значит, летели очень так вот аккуратно. И мы летели низко, и мы летели вдоль трубы нефтяной. Вот, Катя, разрушены были абсолютно сожжены села, поля перепаханы глубинными бомбами. Просто, ну, это вот огромные эти ямы, совершенно сожженные города, а вдоль трубы труба не тронута нефтяная была. Ни те, ни другие трубу нефтяную не бомбили. Это надо было увидеть своими глазами. И надо было увидеть, что когда в Первую войну мы там работали, где мы только не были, и там везде были командиры советской армии, которые прекрасно говорили чеченцы по-русски, которые нас охраняли, которые нас помогали. Но самое главное, что, понимаете, вот тогда, в Первую войну, они как-то понимали, чеченцы, что это вот не мы с ними ведем войну, а что это вот Кремль, там, власть ведет войну. А когда я прилетела туда в 2001 году, и я помню, в Аргуне мы были, и там началась какая-то страшная совершенно перестрелка, они смотрели волком уже. И Ничего не напоминает? Напоминает, очень сильно напоминает Украину. Вот я была на Украине в Вильнице, я была там в 2017 году. И у меня ни одного косого взгляда не было. Хотя меня все пугали, что сейчас мне там украинцы отрежут голову. 2017 год, после Крыма и после Донбасса. А сейчас мне рассказывали о том, что я говорю по-русски с акцентом соседней недружественной страны. И я все время чувствовала, что я вот представитель агрессора. Под конец моего пребывания в Украине некоторое количество, значит, паразитов, наших бывших коллег. Это вы кого имеете в виду? Бабченко и Мурджабаева. Они устроили хейт. Причем я еще в Киеве была. Кстати, там как раз по Киеву тогда ударили калибры, ракеты. И мне звонит мой оператор, говорит: Евгения Марковна, вам надо спускаться в бомбоубежище. А я на 12 этаже с дуру. Ну, так мне казалось. Вид же такой шикарный на Киев. Я говорю, не я. Я подумал, никуда я не пойду. Куда я со своим коленом? Идти вниз, потом подниматься. Нет. Ну вот, и мне написал Женя Киселев: ты учти, что там пошел, значит, в телеграм-каналах. Я сказала, да я даже читать это не буду. Какое мне дело, что пишут эти ребята? Вдруг я в каком-то интервью или какой-то сказала о том, что фразу «я лояльна своему флагу». Конечно, я лояльна своему флагу. Эти идиоты не понимают. Вот я всегда, когда мне украинские журналисты задают эти вопросы, я им говорю, какой флаг был при Кучме? Жовто-блакитный. А какой флаг был при Майдане? Первый Майдан. Ющенко. Желто-синий. А какой флаг был при Януковиче? Желто-синий. А при Зеленском? Ой!
Сюрприз, сюрприз. Тоже желто-синий. Флаг – это символ страны. Нельзя смешивать. Есть власть, государство, а есть страна. И мы когда-то это обсуждали с Ильюшей Яшиным, ну, когда он уже в тюрьме сидел, естественно. Мы не должны отдавать Путину и его ГБшникам наши символы. Это наша страна. Мы не должны им этого отдавать. Ну, короче. И тут началось. Они вырвали этот кусок и начали крутить этот ролик. То есть вы не были к этому готовы? Я вообще не знала, не могла даже представить себе. И представьте себе, мы подъезжаем к блокпосту в Херсоне, я даю документы, и я смотрю, у них перекошенные лица. Но, конечно, самый цимес был, когда я уже выходила из Украины, когда люди отказывались со мной работать. Там, ну, в общем... А они отказывались с вами работать, потому что они боялись последствий со стороны работодателей других своих? Да, они боялись какого-то осуждения со стороны окружающих. А я не представляла себе, до какой степени вот эти все парашные телеграм-каналы, насколько они влиятельны в Украине. А их читают. И когда это стало, просто пошло по телеграм-каналам, об этом мейнстримовская пресса не писала. Ну, писала. Ну, там какая-то, я не помню, там 1 или 2 газеты, что-то такое, да. И когда я выходила уже с Украины, я в Одессе наняла такси и вылетала через Кишинев. И я выезжала, значит, через границу там. И как-то я совершенно спокойна была. И мы подъезжаем на этом такси, значит, к границе. И вроде нас сначала пропускают. А потом вдруг начинается нечто непонятное. Они начинают читать мои блокноты, проверять телефон, все обыскивать. У меня маленький был чемоданчик там. Все это перерывать. Потом меня попросили забрать вещи. А потом таксист мне рассказал, они простукивали все машину. Они поднимали пол. А меня отвели к начальнику погранслужбы, полковник, русскоговорящий. И я им говорю, что происходит? Я предъявляю ему все документы, аккредитацию и все. И он мне вдруг начинает читать с телефона. Российская, пропагандистская и так далее. И это какой-то кошмарный ужас был. Я говорю, что вы читаете? Какую-то абсолютную парашу. А они, значит, там СБУшник стоит, естественно, проверяет мои блокноты. И я ему сказала, знаете что? Я в этой профессии 44 года. Я все проходила. И я вам не позволю над собой смываться. Значит, вы хотите меня арестовать? Вперед! Давайте мне судебное предписание. Вызывайте адвоката, арестуйте меня. Но я хочу, чтобы вы хорошо понимали, какой же дурака вы валяете. Я проехала через всю Украину. Ко мне люди относились, может быть, не всегда доброжелательно, но, тем не менее, мне помогали. И давали мне интервью, со мной разговаривали. И теперь вы мне тут устраиваете небо в алмазах. Все то, что пишет российская пропаганда. Вы понимаете, что я об этом напишу? Он закрыл папку. Я у него сама из руки вынула свой телефон. Он сказал, вы свободны. Пожалели вы, что приехали? Нет, я не пожалела. Я была в ярости от того, что они мне испортили такую потрясающую историю. Понимаете, я не могла написать после этого, что российский журналист может спокойно работать в Украине. А может быть, не стоит российским журналистам больше ездить в Украину? Я считаю, что российские журналисты должны работать в Украине. Потому что одно дело, когда я рассказываю о том, что такое жить в городе Николаеве, где больше года нету питьевой воды, и где, если ты принимаешь душ, то это желтая, сильно пахнущая и соленая вода, она поступает теперь из лимана, из Южного Буга. Потому что российская армия сначала разбомбила водопровод, а когда наладили снабжение воды из Одессы,
то ракета точно ударила туда, где, из скважины качали воду. Да, конечно, потому что это моя армия, армия моей страны творит этот кошмар в другой стране, в городе, где мой отец воевал против фашистов. Идея поехать в Украину принадлежит вам или вам предложили? Нет, никто мне не предложил, я сама это все финансировала. Я все делала сама. Но вы въезжали не как гражданка России, а как гражданка Израиля. Как я въезжала по израильскому лессе-пассе, да. Потому что украинцы принципиально не ставят визы в российские паспорта. Но я совершенно честно писала, присылала все, журнал New Times, такой-то портал там, и так далее. Тут ничего, никаких не было ни для кого секретов. То есть, выходит, они сами тоже не ожидали той волны хейта, которая на вас обрушилась? Мне помогали люди из ближайшего окружения украинского президента и мои коллеги, американские журналисты, которые давали всякие гарантии, что я не являюсь агентом российских спецслужб. Я села на поезд в польском Пшемышле, это на границу с Украиной, в 8 вечера, а утром в 6:21 я была в Хмельницком. Я была поражена, насколько чисто было в поезде. И второе, что поезд минута в минуту пришел в Хмельницкий. В Советской власти это никогда такого не происходило. А тут у людей война идет, а поезд приходит минута в минуту. И там уже встретил меня Иван, с которым мы заранее... меня связали с ним, заранее мы договорились. Он меня встретил на машине, там, с камерой и так далее, и все. И дальше мы поехали. Вам известно, были ли какие-то в итоге последствия для людей, которые с вами работали? Никаких не было. А другой вопрос, что некоторые бывшие коллеги, даже друзья, когда начался эта параша, они так как-то отстранились. Не все. Мы с Матвеем Гонопольским как общались, так и общаемся. А при этом должна заметить, что оба товарища, которые этим занимались, их же нет в Украине. Они же находятся в Вильнюсе. Никто из них почему-то не на фронте. Это форма заработка, Катя, что они устраивают хейт, а таким образом раскручивают собственные ролики, зарабатывают себе донаты и лайки. У меня это вызвало такую ярость, мне это создало и разного рода проблемы. Человеку с российским паспортом нелегко и в Америке. И то, что ты представитель страны-агрессора, которая убивает детей, это маленькое удовольствие. В том числе вопросы вызвали ваши слова о том, что вы не будете жертвовать на украинскую армию. И не жертвуете. Я и не скрываю. Я не жертвую никогда и ни на какую армию. Никогда и ни на какую армию. Но я считаю, что я российская гражданка. Это морально невозможная история. Я много перевожу денег на помощь украинским беженцам. В России есть организации, которые помогают и вывозят тех украинцев, которые не хотят оставаться на территории России. И это тоже требует существенных средств. И я, насколько могу, я этому помогаю. Я перевожу деньги на помощь животным, которые остались. И я считаю, что это правильно надо делать. Я никогда не переводила денег и никогда не буду переводить денег ни на какую армию мира. Я вообще считаю, что это неправильно. А как можно ускорить конец войны, не поддерживая какую-либо из армий? Катя, я журналист. Я не могу принимать на себя одежды политика или государственных деятелей. Понимаете, это не моя работа. И более того, это не должно быть моей работой. Моя работа – исполнять конституционное право людей на информацию. Я, собственно, к тому, что если сегодня украинцам настолько больно, что любой русский человек, любой человек с российским паспортом
приезжает в Украину, будь то он журналист или космонавт, неважно, может быть, доверить освещение этих событий другим журналистам, а российским не беспокоить? Понимаете, мне кажется, что именно российские журналисты должны рассказывать россиянам о том, что их власть, их государство творит в соседней стране. Потому что, вы, наверное, сами слышали, как на разных пропагандистских каналах, значит, говорят, вот там это американцы-ЦРУшники, британцы, англичанка, как всегда, значит, всем нагадил, и прочее. Мне кажется, что очень важно, чтобы россияне слышали именно от российского журналиста, какой кошмар там творит Путин. Ваша аудитория это и так знает. Знаете, мне хочется думать, что я работаю чуть шире, чем на мою аудиторию. Когда я снимала в Бородянке разрушенные дома, прямо на первом этаже ты видишь, значит, остались у людей вещи, а рядом детский садик, мне казалось, что люди должны попытаться, что они себя соотнесут с этим, что они себе скажут, секундочку, но мы живем в точно таких же домах. И вот у нас, наверное, есть такие же шкафы. И вот вдруг на тебя начинает сыпаться бомба. Я считаю, что политический журналист обязан ездить на войну, которую ведет твоя страна. Я поэтому ездил на Чеченскую войну. И на первую, и на вторую. Ты не можешь говорить о том, что из себя представляет эта власть, если ты своими глазами это не видел. Это, во-первых. Во-вторых, это важнейшее событие 21 века. В Европе 75 лет не было войны. Мы сейчас с вами наблюдаем практически Первую мировую войну. Одна страна нападает на соседнюю страну и пытается ее оккупировать и откусить куски ее территории и уничтожить государственность этой страны. Посмотрите, что Россия делает. Они же уничтожили всю промышленность Украины. На Востоке, где была основная промышленность, ее же не осталось. Сейчас они уничтожают порты Украины. Вообще непонятно, что будет со страной. Я уже не говорю о том, что сколько там убитых, и страна, которая там в 3,5 раза меньше населения, чем в России. Страшно просто думать о том, как они будут восстанавливать страну. Я пыталась сделать очень простые вещи. Я рассказывала, как там живут люди во время войны. В Николаеве все говорят по-русски. В Одессе, я помню, приехала в какой-то там, значит, есть Бычков, и просто все вокруг говорили по-русски. У меня было даже ощущение, я хотела спросить, ребята, а вы знаете, что у вас война идет? И вот мне хотелось русским людям сказать, вот посмотрите, что ваш Путин делает с такими же русскими, как и вы. Как он превращает жизнь людей в 21 веке в какой-то абсолютный феодализм, где у людей нет нормальной питьевой воды, где из кранов идет ржавая, соленая, пахучая вода, где лопаются трубы, потому что их разъедает соль, и где их бесконечно бомбят. И вот когда я была в Украине, меня поразили две вещи. Первое – расстрелянный Тарас Шевченко в Бородянке. Вот ему просто стреляли в лоб. И второе – сожженные библиотеки, дома культуры. И я не нахожу другого объяснения этому, кроме как желание вытравить. Путин считает, что нет такой страны Украины, нет такого народа украинцев. Значит, не должно быть ничего, что составляет суть украинской культуры. Я в Херсоне записывала мужика на блокпосту около Херсона, который краевед был. И его арестовали, 3 месяца держали то, что они называют подвалы ФСБ. И его обвиняли в том, что он нацист, националист, потому что он занимался историей казачества Херсона. Он такой чудик абсолютный. В конце концов, значит, ФСБ сказал ему, ты будешь писать статьи, пиши про то, как про русские корни здесь, в Херсонской области. Дальше я там записывала интервью с мужиком, который был главой громады в районе между Николаевым и Херсоном. Он попал в плен, ранен был. И к нему в тюрьму пришел майор или полковник ФСБ.
пришел и задал вопрос. Скажи, что мы сделали не так? Вот прямо так сформулирован вопрос, да. Он его спрашивает, этого ФСБшника, почему вы думали, что у вас все быстро получится? Он говорит, ну как? Мы же смотрели данные последних выборов в Николаеве. 64% голосовало за пророссийские партии. Ну, вы понимаете, Николаев – город, который говорит по-русски. Пророссийские партии, то есть, конечно же, финансировались Россией или там апологетами России непосредственно в Николаеве. Он говорит, да, 64% голосовало, только явка была 10%. И вы знаете, вот я тут поняла, все-таки чекистов подводят, что в России это же все не важно, это же все фикция. Поэтому они даже не озаботились выяснить, а сколько людей-то пришло на выбор. То есть у вас 64% от 10. Мне помогала фиксер, и она мне говорила, и там обстрел, значит, водопровод уничтожен, там, значит, это соленая пахучая вода. И она мне говорит, это так вы защищаете наше право говорить по-русски. Она говорит чисто по-русски. Понятно, что дома у нее говорят по-русски. И она говорит, это так вы защищаете наше право говорить по-русски. Что поменялось в вашем представлении об этой войне после вашей поездки? Во-первых, я это вижу своими глазами. Видите, я очень хорошо знаю вот эти все районы. Я в 2017 году прилетела в Одессу, взяла машину и поехала вот обратным путем. Там Умань, Меджибаш, Деражник, откуда мои корни, это недалеко от 40 километров от Хмельницкого и 18 километров от Меджибаша. Это все были еврейские штепели. Почему вам об этом говорю? Потому что, когда я туда приехала, мне все писали, Евгения Мартыновна, вы не боитесь, что вас сейчас украинцы убьют? Вы не боитесь, что вам там перережут глотку? 17-й год, после аннексии Крыма. После уже вежливых людей в Донбассе. Не было ни одного косого взгляда. Понимаете? Вот тогда они отделяли нас от власти. Они понимали, что это не мы. Сейчас, конечно же, для украинцев мы враги. Мы не сопротивляемся. Конечно, они не понимают, насколько репрессивен режим в России, но, тем не менее, у них такая, знаете, вот обида. Как же так? Как же вот вы допустили, что с нами такое делают? Вот они все время задавали, за что вы нас бомбите? Вот за что? Что вам от нас нужно? Мы для них мы все соучастники этой войны и соучастники преступлений Путина. Хотите с этим поспорить? Нет. Я считаю, что я лично ответственна за то, что происходит в Украине. Потому что мы проиграли. Мы, российская оппозиция, российские либералы, мы проиграли. И мы проиграли не только свою жизнь, но, к сожалению, жизнь наших детей. Это ужасная история. Знаете, я в последнее время всем про это думаю, что вот мы умершие живые, понимаете? Вот это ощущение, что жизнь, в которой мы жили и которая была, она умерла. И ведь она умерла, Катя. Если удастся вернуться в Россию, это будет все совершенно уже другое. И у меня ужасное чувство стыда. Я каждый раз, когда здесь читаю лекции, я начинаю с того, что я приношу извинения украинцам за то, что я гражданка страны, которая уничтожает их родину. Но от гражданства вы отказываться не намерены? Нет, я российская гражданка, я совершенно не намерена этого делать. Это правда, что вы увезли из России, из Москвы свою дочь в тот момент, когда обнаружили на своей машине маячок? Мы до сих пор не знаем, что это было. Какой это год? Где-то в районе 2011 года был New Times. И у меня был редакционный водитель, который повез мою машину поменять колеса или подкачать колеса. И обнаружено были, что у меня под днищем бензобака пакет был приклеен. Там был телефон Nokia. Он вернулся, привез все это.
Мы вызвали следователей из полиции и из отдела по борьбе с терроризмом ФСБ. Они приехали, забрали, больше мы их никогда не видели. Мы не знаем, что это было, управляемая взрывчатка или маячок слежения. Я сумела ее убедить, она закончила здесь университет и вернулась в Россию. Естественно, работала с Навальным. Ну, понятно, она там профессия... Но она ваша дочь. Да, и было понятно, она Алексея знала с 2004 года, когда еще в школе училась. И в 2012 году начались, как вы помните, задержания и аресты по болотному делу. Понимаете, я вот не потому, что я там какой-то там оголтелый человек, но я уже так привыкла не бояться, что я, в общем, спокойно ко всему отношусь. Но Лёлька – это моя любовь. От начала до конца это все счастье. И Лёлька, я очень за нее всегда боялась. Ну и она, естественно, ходила по всем этим московским клубам. Я очень боялась, что в какой-то момент ей положат просто в сумочку пакетик с белым порошком. Мы наблюдали по делу Голунова, как это делается. А вот я столько про это читала и слышала. Я же была в комиссии по помилованию при президенте Российской Федерации, и я этих дел прочитала тысячи при Ельцине. Я хорошо представляю, это делается. Вот потом... И все, я бы закрыла бы их Москвы, бы закрыла все. Вот это рычаг давления. Я тогда сказала Алёше Навроцкому: Алёша, Лёльку, давайте вместе пытаться Лёльку отсюда убирать, потому что я не смогу работать. Я просто не могу, потому что мой ужас. Она шла в клуб, а Катя сидела в машине около дверей клуба и ждала, когда она выйдет. Я не могла ни спать, ничего. И Алексей тогда ей написал: Лёля, ты мне нужна в Нью-Йорке. Ну и все. А потом Лёля год примерно... Каждые там 2 недели мне писал: я взяла билет, я лечу в Москву. Она в этом смысле совершенно моя дочь. Для нее тоже дом Москва. И ей очень хотелось, чтобы мы вместе работали. Она прекрасный коммуникатор. Она была бы гениальным совершенно директором New Times. Она легкий человек, у нее легкий характер, в отличие от меня и так далее. То есть она в отца? Она в отца, да. Она очень Славкина в этом смысле. Прекрасное чувство юмора. И они в этом смысле они со Славкой просто друг друга понимали наять. И это было абсолютно правильное решение, потому что это были слишком большие риски. Я могу рисковать своей жизнью сколько угодно, но не жизнью своего ребенка. Почему вы никогда не рассказывали об этой истории публично и подробно с вот этим приклеенным телефоном? Я даже до конца не смогла выяснить, это маячок или бомба. А мы так и не знаем же, что... Ну, вы не рассказываете это. Понимаете, я ведь считаю, что журналист не должен быть субъектом истории. Наша работа – рассказывать о жизни вокруг. А когда журналист становится субъектом истории, это неправильно. В России с таким количеством погибших и покалеченных журналистов это немного Мы об этом по-другому. очень много писали. Я, наверное, журналист старой школы. Я считаю, что журналист – это... мы наблюдатели. Я вообще не очень люблю рассказывать о своей жизни. Она была такая, в ней много всего перемешанное, поэтому так. Можете припомнить тот момент, когда вам один раз стало больше всего на свете страшно, но вы смогли с собой договориться? Да. Когда меня объявили иностранным агентом, и адвокат сказал, что с моими 4 административками дальше, скорее всего, обыск, уголовка, и либо домашний арест, либо тюрьма. И я вот себе представила, как я буду залезать на нары. Дело в том, что в январе 2022 года доктор Волна поменял мне колено. И у меня металлическое колено. И я уже там нормально ходила, я даже могла подниматься, не по лестнице и так далее. Но я понимала, я просто знаю, я не могу встать на колени. У меня на 2-м колене тоже мениск все порваны. Поэтому я понимала, что мне будет очень трудно залезать на нары. Я об этом думала. Еще я думала о том, что я очень брезглива.
А я читала книгу и Киры Ярмыш. Я очень много всего читала про русские тюрьмы и лагеря. Я понимала, что физически мне трудно будет это выдержать. И тогда и Алеша Навальный, и Ильюша Яшин мне написали: Жень, не валяйте дурака, вам садиться не надо. Ну вот, да. Мне тогда стало, в общем, как-то неприятно. Я думала, как мне быть? Продолжать вести стримы или не продолжать вести стримы? Собираться, готовиться к отъезду или можно попытаться еще продержаться? Вот, да. Я об этом думала. Это последний нью-йоркский адрес Бродского. Вы здесь были? Не последний. Последний был Риверсайд, в Бруклине. Но именно здесь я у него брала интервью, да. А потом, когда Иосиф меня провожал, вот там вот, у меня там была запаркована машина, и я прямо вот до сих пор, у меня он стоит перед глазами, как он мне стоит и машет. Говорит: не гони. Вы сейчас лучше понимаете чувства Бродского по поводу иммиграции? Я с ним познакомилась в 92-м году. У меня была очень престижная fellowship в Гарвардском университете, а кто-то Бродскому прислал мою книжку о КГБ. И он мне позвонил. Он решил устроить со мной интервью. Это была фантастическая вещь, когда в аудитории, значит, очень известного либерального колледжа сидела вся профессура из всех 80 университетов, которые находятся, значит, вокруг Бостона. Самые знаменитые профессора, которые занимались Советским Союзом и Россией, и российской культурой и так далее. А Бродский мне задавал вопрос, потому что ему ужасно было интересно про КГБ. Он так настрадался, ему просто, видимо, было интересно посмотреть на человека, который о них писал, с ними разговаривал, ходил по этим коридорам. И он меня детально расспрашивал, а вот как это внутри выглядело, какие лифты. И при этом он сидел и курил в аудитории, что было запрещено совершенно. Но ему можно было все абсолютно. Он был такой. А как это монтируется с тем, что он старался показать себя аполитичным человеком? Конечно, был человеком немножко позы. Он очень интересовался всем, что происходило в России, очень подробно расспрашивал. Он меня взял за руку, привел к своему издателю. Был знаменитый Роджер Страус, было знаменитое издательство Фаррар, Страус и Джероп. У меня уже был подписан договор с другим издательством. Он сказал: нет, ты будешь издаваться в моем издательстве. Вообще, нет, женщина, конечно, для Бродского это было существо. Была Мария, снежная королева. Она была, да, это недосягаемо. А все остальные, они, конечно, были, в общем, не совсем полноценные, значит, существа. Он так примерно разговаривал. И потом мы встречались и позже. Я с ним несколько раз делала интервью. Он всегда очень интересовался всем, что проходило в России. Но он хотел, чтобы его позвали. Бродский хотел, чтобы его позвали в Россию. Он хотел, чтобы Ельцин прислал ему письмо и написал: Иосиф Бродский, возвращайтесь, мы вам будем рады. И никто никогда это не сделал. Ему казалось, что он имеет на это право, что вот он добился признания в Америке, что его книжки выходят. Он знаменитый профессор, знаменитый поэт. Он начал писать по-английски, издал книжки по-английски. И он считал, что вот он, вот Набоков и он. Сейчас задним числом российская власть и, в общем, российский официальный истеблишмент пытаются приватизировать Бродского как имперского поэта, как сторонника империи и как противника Украины, как самостоятельного государства. Как вы относитесь к этому? Господи, они и Пушкина пытаются приватизировать, и Гоголя, и всех остальных. Это классические игры. При этом я думаю, что, в общем, мы все несем на себя печать, ну, во всяком случае, как минимум, мое поколение, которые выросли в большой стране, и центром этой большой страны была Россия, Москва. И когда вы приезжали в республики Советского Союза, и накрываются столы, и вас принимают, и ты думаешь, какое гостеприимство. А потом Каха Бендукидзе, с которым мы очень дружили, он мне как-то сказал: Жень, а вы не понимаете, что это же было отношение колоний к людям, которые приехали из Москвы, из метрополии? Да, вот это печать, которая на нас, на всех лежит. И, кстати, не случайно здесь сейчас в университетах много говорится
о деколонизации изучения, то, что называется Russian Studies. Потому что студенты, которые интересуются нашим регионом, они в лучшем случае знают Россию, а они знают Украину, потому что они в газетах, там идет война. Может быть, они знают еще одну-две страны, и все. Они не знают ничего больше. Проблему, которую придется решать университетам в разных странах мира. Потому что действительно бывший Советский Союз или бывшая Российская империя, она не сводится только к русскому языку и русской культуре. Да? Это просто так сложилось, что поскольку, так сказать, Советский Союз как бы был наследником царской империи, царской России, а Россия наследником Советского Союза была объявлена, то все изучают исключительно русский и русскую культуру. А она значительно шире. Вы знаете, почему Гоголь писал по-русски? Потому что царь-реформатор Александр II, реформатор, издал эдикт, по которому запрещался документооборот на украинском языке и издание книг на украинском языке. И Гоголь писал своей матери, что если я буду писать на малороссийском, как тогда это называлось, да, то меня издавать не будут. А если я хочу, чтобы меня читали в Петербурге, я должен писать по-русски. Много мы знаем о грузинской культуре, ну, кроме Витязя в тигровой шкуре. Что мы знаем про это? Это я просто к тому, что Бродский, конечно же, не был исключением. Он человек, который вырос в Советском Союзе и привык думать о том, что вот он наследник этой огромной русской культуры. Но ведь действительно фантастическая культура, действительно цивилизация. И мир читал Достоевского и Толстого, и мир ставит Чехова. И мы привыкли думать, что, ну, вот это наше. Понимаете? Журнал New Times. Что сейчас с ним происходит, в каком он состоянии, кто там работает, за чей счет он финансируется? Финансируется он за мой практически счет. Когда я еще была в Москве, я зарабатывал на Ютьюбе. Вы помните, до того, как сняли монетизацию, на Ютьюбе можно было зарабатывать даже с моими не слишком большими просмотрами вполне приличные деньги. Они позволяли мне платить зарплату. Через 3 дня после начала войны New Times был заблокирован за распространение информации, порочащую российскую армию. Мы все продолжали выходить. У нас там есть колонки, работает, находясь в Москве, Андрей Колесников, замечательный совершенно колумнист и очень смелый человек. И плюс мы постоянно делали новостную ленту. Мы очень много, я сама этим все время занималась, переводили материалов из западной прессы, потому что ничего не было в России. Мы очень много анализов военных переводили. Я расшифровывала и переводила. Для этого, слава богу, сейчас есть разные софты, различные дискуссии, которые здесь происходили в университетах. И те интервью, которые я делаю на Ютьюбе, расшифровывается, редактор их приводит их в нормальный вид. Это тоже все выкладывается. Сколько я смогу, столько я буду тащить New Times как минимум, пока не закончится война. Там колоссальный архив. И этот архив, собственно, представляет политическую историю России, начиная с первого выхода журнала 7 января 2007 года и вплоть до самого последнего времени. Вы в New Times были жестким главным редактором? Я была плохим главным редактором, да. В чем это выражалось? Меня интересовали тексты, меня интересовало, чтобы они были хорошо написаны, выверенные, хорошо расследованы. Я была слишком требовательна. Я плохой коммуникатор. Я одиночка, Катя. Это чистый вывих, что Лесневская настояла, чтобы я пришла в New Times сначала главной по политике, а потом стала главным редактором. Я сейчас, когда я оглядываюсь назад, я просто иногда трясу головой и думаю, ну зачем ты это сказал? Я наделала колоссальное количество ошибок, потому что я совершенно этого всего не умела. Я всегда работала одна, всегда. Я очень любила заниматься расследованием, но, опять же, одна. Я не познала этой работы. Я, конечно, разбрасывалась с людьми.
Понимаете? Вместо того, чтобы пытаться людей научить работе, у меня просто не хватало сил. Кать, я не спала 2 недели в месяц 12 лет. Ночь с четверга на пятницу, с пятницы на субботу. Я не спала. Денег было очень мало, поэтому я не могла себе позволить нанять людей. Значит, я все больше и больше принимала на себя. И мне казалось, что я вытянула. Я сгорела совершенно. Я сгорела настолько, что несколько лет я просто не могла писать. Я вот внутренне просто выгорела. Ну вот, была такая вот, особенно когда нас бросила Лесневская. Это было очень тяжело, потому что надо было находить деньги, надо было все это тащить. В общем, там много всего было, чего я никому и никогда не рассказывала, не расскажу. Но это был чрезвычайно трудный период. И то, что нам удалось продержаться на плаву еще 4 года, после того, как нас оставила Ирена Стефановна, это вообще, конечно, чудо. А вы с ней? Нет, мы с ней как-то поддерживали отношения, но в последние годы такой потребности у меня нет. Вот. Хотя я ей очень благодарна за то, что она сделала этот журнал, за то, что она его финансировала долго, за то, что даже тогда, когда было понятно, что он не будет приносить денег, ей через несколько месяцев после выхода журнала позвонил Владислав Сурков и сказал: «Рен, ты не хочешь проблему? Уволи Альбац». И Рена сказала: «Слава, пошел нахуй». Больше Сурков ей никогда не звонил. Примерно в тот момент, когда вы уезжаете отсюда, у вас есть на самом деле возможность остаться. То решение, которое вы приняли о том, чтобы ехать, возможно, изменило вашу жизнь навсегда. Никогда ли вы не думали о том, что лучше было бы, если бы вы остались и стали частью Нет. Америки? Катя, для меня вопроса не стоит. Мой дом – это Москва и Россия. Я очень российско-центричный человек. Меня интересует российская политика, мои друзья в России. Я никогда даже не представляла себе, чтобы я жила там в Америке или в какой-то другой стране. В России, в вашей любимой России, вы всегда были и всегда будете в меньшинстве. Ну и что? Я думаю, что в России ничем в этом смысле не отличается от всех других стран. Люди во всех странах мира хотят быть счастливыми. Хотят любить, хотят, чтобы они могли спокойно растить детей, чтобы этих детей не убивали, чтобы эти дети рожали внуков им и так далее. Доказанный факт, что счастливая жизнь скорее возможна в условиях демократических режимов, нежели автократических и тоталитарных. Потому что в автократических и тоталитарных режимах у вас больше шанс быть убитым. Или что вы окажетесь в тюрьме. Вся история России это доказывает. Знаете, есть такой знаменитый нобелевский лауреат Амартья Сен. Он получил Нобелевскую премию, он экономист, политэкономист. И вот Амартья Сен говорил: 2 вещей не происходит в демократиях: массового голода и массового убийства. И это так. Почему? Потому что им переизбираться надо. Не потому что люди здесь лучше или хуже. Человек везде плох. Человек везде должен быть ограничен институтами. У человека должны быть красные ленточки. Ночью он превращается в дикое животное. Скольким людям в своей жизни вы сказали вон из профессии? Не одному. Ну ладно. Это придумка Олега Кашина. Я никогда не говорила вон из профессии. Против меня была заказана компания. Ее заказал Сурков. И который тогда возглавлял управление внутренней политики. Был главным идеологом. Против меня была заказана компания. Одним из исполнителей этой компании был как раз Олег Кашин. У вас есть доказательства? Да, конечно. Он и сам об этом рассказывал и Андрей Васильев. Он, собственно, поэтому уволил Кашина из «Коммерсанта», когда он понял, что Кашин начал работать на Суркова. И он Кашину так сказал, что, слушай, либо ты работаешь на газете, либо ты работаешь на Суркова. Это знал и Алексей Венедиктов, который меня предупреждал. Да вот. История была следующая. Убили Аню Политковскую. Мы с Аней вместе учились в университете и очень дружили.
И был период, когда мы чрезвычайно близко дружили. Когда Аню из дома выгнали родители, у нее был маленький ребенок, ей нечего было есть и нечем было платить за съемную квартиру. Муж ее занимался спортивной журналистикой, зарабатывал тоже 2,5 копейки, а у нее уже был сын Илюша. И мы с Аней, еще с одной нашей подругой университетской, ходили по школам, мы мыли полы, чтобы Аньке платили деньги. Мы очень дружили. Потом мы разошлись, потому что Аня ушла в такой больше правозащитный журналистику. Я занималась тем, что у Ани вызывало просто вот абсолютную брезгливость. А именно, я занималась политической журналистикой. Она считала, что это все, значит, антинародно, античеловечески и так далее. Так вот, и когда Аню убили, как вы понимаете, а мы еще жили через дом друг от друга. Я, значит, тут же прибежала, Аня лежала на тротуаре. В общем, я не буду вам рассказывать, вы примерно представляете мои эмоции. И тут в газете «Московские новости», которые к тому времени купила уже РИА, появляется статья Анны Арутюнян, которая просто поливает Политковскую, а 9 дней еще не прошло, поливает Политковскую, и то она делала не так, и журналистикой она не такой занималась, и та тема она была хайте. Это было просто какой-то собачий кошмар. Моего близкого убитого друга поливают дерьмом. Я говорю продюсеру «Эхо Москвы», давайте вот нам ко мне, значит, на передачу эту Анну Арутюнян, которая оказалась, кстати, выпускницей Нью-Йоркского университета. Да, и сейчас такой весь из себя позиционер. Ну вот. Зову Сережу Соколова и Юрия Рост. И, собственно, я хотела понять, вот она почему это написала, что она знала об Ане. И вдруг я понимаю, что она не знает ничего, что с большой вероятностью текст ей просто продиктовали. И я ее начинаю спрашивать, а вот вы это проверяли? Нет. А вот этот вы пишете то-то, то-то, а вы звонили в редакцию «Нового года»? Нет. А я говорю, а это на основании чего вы написали? Ну, я из нее делаю пищу для воробьев. Ну, понятно, что я опытный журналист. И показать, что человек, который облил грязью мою убитую подругу и коллегу, не стоит просто мизинца Ани Политковской. Когда это избиение младенца закончилось, я, честно говоря, я была совершенно обескуражена, что она ничего не знала. Я ей говорю, что послушайте, как же вы собираетесь продолжать дальше работать? Вы понимаете, что такие вещи делать нельзя ни с профессиональной точки зрения, ни с человеческой, ни с моральной точки зрения. Просто безнравственно то, что вы... Все, мы на этом расстались. И вдруг, тогда был «Живой» журнал в качестве социальной сети, началась дикая кампания против меня. И вот тогда Олег Кашин написал, что Альбац сказал, или что вон из профессии. И это пошло как чума. Это была кампания. Это был такой полив. Собственно, никогда я этого не произносила. Ваш журнал был последним местом работы Валерии Новодворской. Да. Она была колумнисткой. Она была официально, да, она была штатным колумнистом журнала «The New Times». Ее позвала Ирена Стефановна Лесневская. И она сказала Валерии Ильиничне, что вот ей хотелось бы колонки, которые бы вот были связаны с историей, с культурой. И Лесневская, видимо, предполагала, что сейчас Лера будет писать отстраненные колонки там о Пушкине. Лера писала только от руки, Катя. Она не пользовалась компьютером. Она не умела этого делать. Она не пользовалась интернетом. Лера каждый понедельник приносила свою колонку, написанную от руки, точно в размер ее колонки. Вот точно. У Леры почти всегда были какие-то стихотворные строчки. Никогда
у нее не было ошибок в стихотворных статах. При том, что она не пользовалась она помнила все наизусть. Она писала фантастические тексты. Просто фантастические тексты. И ты читаешь, и ты думаешь, ну как? И главное, она писала точно в размер. И она всегда приходила на летучки. Каждый понедельник она приходила на летучки. Она разбирала весь журнал. Говорят, что ваши летучки длились по несколько часов, и это было кровавое побоище. Ну, не по несколько часов, но часа полтора бывало. Но Лера разбирала полностью журнал. И если мы были политически не кристальны, чистые, то тут Лера устраивала всем примерно небо в алмазах, потому что она очень была расстроена нами. При этом Лера приносила всем конфеты. Она была диабетиком, обожала сладкое. И те, чьи материалы ей особенно нравились, она приносила так гору конфет, так, чтобы хватило до следующего понедельника, и человек, конечно, находился бы в состоянии гроги от переизбытка сахара. Лера была фантастически совершенно образована. И при этом, вы знаете, в ней было такое страдание, вот совершенно не реализованной женской плоти. Она влюблялась, при этом она не знала, что такая мужская ласка. И она хотела когда-то в молодости детей, но из-за того, что с ней сделали в психушках, и как ее, значит, кормили там всяким этим передолом, или как там он называется? Галоперидолом. И устраивали ей ледяные ванны, ее лишили возможности иметь детей. И, конечно, вот эта нереализованность, ей это было трудно. Мы с Лерой очень ругались. Значит, у Леры были влюбленности в разных политических мужиков. Я просто лезла от этого, значит, не пойми куда, на потолок. Она как-то умудрялась влюбляться, в общем, не всегда в лучших людей Отечества. И мне так иногда становилось ее безумно жалко. Я думала, Господи, что за судьба у этой совершенно гениальной женщины? А умерла она, потому что Лера боялась врачей. Со времен психушек Лера боялась врачей. Как у многих диабетиков случается, у нее были трофические язвы. Она всегда сидела в кабинете вместе с Зоей Световой и Любой Цукановой. И Зоя Светова ей говорила: Лер, тебе надо к врачу. Лера говорит: да нет, ничего, мне это ничего не надо. Потом Зоя ко мне приходит и говорит: Жень, попробуй поговорить с Лерой. У нее плохо с ее язвой. Ей надо к врачу. Я говорю: Лер, давайте вместе поедем, я вас отвезу. Женечка, все хорошо, не волнуйтесь, я пойду, я сделаю, я так далее. Ну вот и все, у нее началось заборажение крови. Ее привезли в больницу. Судя по всему, всем было абсолютно плевать. Первый раз ее вытащили, но начался опять сепсис, и второй раз ее уже не вытащили. Она умерла от заражения крови. Понимаете, у Леры было обостренное, она чувствовала то, что многие из нас не чувствовали. У нее вот, знаете, как у медвежатников, которые вскрывают сейфы, у них срезаны ногти, чтобы они могли вот почувствовать вот это вот там щелчок. Вот мне всегда казалось, что у Леры совершенно вот это была обнаженная душа. Там срезана была кожа. Она это чувствовала каким-то вот наитием. И при этом она могла совершенно не разбираться в людях и влюбляться в каких-то, значит, людей, которые не стоили ее взгляда. «15-20 лет назад у вас дома по вторникам собирались молодые ребята, политики. Да. По вторникам? Ничего не путаю. По вторникам, по да. Вторникам, среди по которых понедельникам я вела семинар по Таре, а по вторникам они у меня собирались там. Среди которых был Илья Яшин, Алексей Навальный. Кто еще? Сначала был Илья Яшин, Маша Гайдар, Ирина Воробьева, Олег Козырев, Олег Сальманов, Саша Астахова, Наташа Мораль. Потом Яшин мне сказал: Жень, у нас в «Яблоко»
а он же был руководителем молодежного яблока. У нас есть такой парень, Алексей Навальный. Вот он хотел бы прийти, я ему рассказывала, он хотел бы прийти, но вы не могли бы ему позвонить? Он такой вот ему надо позвонить. Я говорю, какие проблемы? Я позвонила Алексею Навальному. Говорю, Алексей, приходите. Мы тут всякие митинги делаем, учимся, значит. А идея моя была очень простая. Объединить молодых демократов, которые, как было принято в российской тогдашней политической культуре, как и взрослые, все время друг с другом собачились и занимались, значит, обливанием друг друга говном. И пришел молодой парень, плохо подстриженный. Ох, Юлька меня сейчас убьет. Молодой парень в белой маечке, чуть такой высокий очень, сутуловатый, пивной животик. Ну ладно. С изумительной обаятельной улыбкой. И вот он стал также каждую неделю приходить. И я всегда готова, потому что они были голодные, естественно. Я готовила ужин. И я помню, кто-то там помолюсь, меня спрашивает, Женя, а майонеза нет? Я говорю, курица. У меня кошерный дом. Это, к слову, большого националиста Навального. Да. И мы делали тогда, это был такой период такого абсолютно какого-то глухого времени. Ходорковского сажали в тюрьму. То есть это период 2003-2005 года, Да. примерно. Я тогда была профессором вышки, и я считала, что я журналистику-то закончила. Катя, мне ужасно нравилось, что мне платят деньги за то, что я читаю своего любимого Аристотеля и Гегеля. И мне казалось, нет лучшей работы на свете. Ты валяешься на диване, читаешь историю философии. И в это время тебе за это платят деньги. И поэтому я вполне могла заниматься, значит, политикой. И мне казалось очень важно. Дело в том, что в 90-е сложилось представление, особенно в последние годы 90-х, что политика делается только очень большими деньгами. Обязательно нужны олигархи, десятки тысяч долларов. Я помню, как Женя Киселев мне говорил, ну что ты, сделать митинг, тебе 20-30 тысяч долларов надо. Я помню, как я первый митинг сделала за 49 тысяч рублей. Была в этом ровная идея, что мы сами собираем деньги. Что никаких олигархов, ничего этого не должно быть. И мы сами занимаемся рекламой, мы ходим по домам, мы сами делаем листовки, мы делаем сами плакаты. Чему вы пытались этих ребят научить? Мне казалось, что вот то представление о политике, которое сформировалось в России, оно чрезвычайно неправильно. Ведь российские политики не шли к людям. Они покупали рекламу на телевидении, они летали, значит, на частном самолете с белыми кожаными креслами. Чубайс, Хакамада там и так далее. Понимаете, они не ставили своей задачей разговаривать с людьми. Навальный был первым человеком, когда он вел свою президентскую кампанию в 2017 году, он объехал всю страну. Ведь не случайно были у него штабы в 87 из 89 регионов тогда в Российской Федерации. Он стал первым политиком, который работал именно на земле. То есть это совершенно западное представление о том, как должен работать политик. Он должен прежде всего разговаривать с людьми. А в России, поскольку политика была совершенно элитарная, олигархическая, то считал, что это все вопрос денег. Ничего больше. На каждой бабке есть большие бабки. Вот нам нужен массовый митинг, мы сейчас заплатим автобусникам, и они, значит, привезут автобусы с рабочими с какого-то завода. Или мы заплатим метрострою, и директор метростроя прикажет выйти всем сотрудникам метростроя на митинг. Вот так это все происходило в 90-е, особенно в последние годы ельцинской власти. И вот эти ребята не боялись выходить на улицу. Но для них это было все новинку. Маша Гайдар вела с Ильей Яшиным, они вели наш первый митинг у Соловецкого камня. Это был первый раз, когда она должна была обращаться непосредственно к людям. Ильюш уже к тому времени там уже брил себе голову около Министерства обороны, и так, там, выходил на улицу. А для нее это было все это было вновь.
У Навального тоже был очень ограниченный опыт, скорее такой больше технический. И вот с Навальным, понимаете, и это как раз очень видно, как он сам себя обучал. При этом надо понимать, что когда мы говорим о политике Алексея Навального, мы всегда должны иметь в голове двух человек. Юлию и Алексея Навального. Это два человека, которые представляют одного политика, Алексея Навального. Потому что, конечно, без Юлии Алексея Навального, он очень талантливый человек. Но Юлия – это мотив, это очень сильный двигатель, это человек, который создал для Алексея, вот, если хотите, целеполагание. Я первый раз, когда я увидела на дне рождения Алёши, по-моему, это был 2003 или 2004 год, я была совершенно поражена, какая же красивая женщина. Я наблюдала тогда за Алёшей, и он как такой вот петушок, молоденький, значит, вокруг нее крутился. Жизнь для него была вокруг этой женщины. У них тогда был один ребенок, Даша, потом у них родился Захар. И я смотрела на них и думала, что вот у Алёши есть очень сильный мотив. Он хочет доказать Юле, что он ее достоин. Политика – очень личное дело. Это очень сексуальное дело, но это еще очень личное дело. Это хороший, сильный политик. Это обязательно человек, у которого есть еще личный мотив добиваться результата. Когда этот личный мотив сочетается с представлением об общем благе, получается Алексей Навальный. Я наблюдала, как вот этот чуть сутуловатый, с пивным брюшком, значит, склонный к набиранию веса молодой человек, как он себя делал. Он ненавидит бегать. Он себя заставил бегать. Он посадил себя на жесткую диету для того, чтобы хорошо выглядеть. Юля очень много занималась тем, как он одет и как он выглядит. Каждый шаг он себя делал сам. Это кажется так, что все было при нем. Ничего подобного. Когда Алексей первый раз, они вместе с Наташей Мораль вели митинг на Пушкинской площади, я помню, вот я смотрела из толпы и думала, какой фактурный, красивый парень. А говорить не может. Он себя научил говорить. Он себя научил не бояться толпы. У него было довольно среднее образование. Института Лулумба, юридического факультета. Он же вырос в военных городках. У него и родители сейчас живут в военном городке. И отец у него военный. И, конечно, там не лучшая школа была, что там говорить, хотя мама его, Людмила Ивановна, совершенно замечательный человек, она с ними книжки читала, вырабатывала в них интересы к политике. Она была такая очень яблочница всегда. И, конечно, она очень много вложила и в Алексея, и в Олега. Но, конечно, институт Патриса Лумумба, юридический факультет, он не поступил в МГУ, он провалился. Хорошего образования не давало. Вот Алексей себя образовывал сам. Я помню, я летела из Лондона, и перед гейтом, откуда летают самолеты на Москву, там есть книжный киоск. Только что вышла книжка, значит, Хиллари Клинтон, о том, почему она проиграла Трампу, и последний детектив Ле Карре. Я сижу в самолете, звоню Алёше. Алёша в суде. Он говорит, Жень, сейчас меня закроют. Значит, в очередной раз сажают. Был какой-то год, где он сидел там 200 с лишним дней. А я ему всегда только книги тогда передавала в тюрьму. Я говорю, что вам... вот у меня есть это и это, что вам передать? Он говорит, ну, Клинтон, конечно. Вот это классический Навальный. Вот сейчас он в тюрьме, он прочитал биографии по-английски. Черчилля, Манделы, Обамы, книжку руководителя аппарата Обамы, Аксельрода, книги, биография обоих Кеннеди и так далее. А сейчас вот последнее письмо в пятницу я от него получила. Он мне пишет,
Жень сейчас решил взяться за консерваторов. Прочитал воспоминания Джорджа Буша-младшего, Рейгана. А вы с ним переписываетесь, простите, как? Да, через Зону Телеком. Но никакого другого варианта сейчас нету. И, конечно, вы никогда не знаете, что дойдет, что не дойдет, но когда он сидел в предыдущем колонии в Покрове, туда приходил почти каждую неделю журнал «Экономист», он его выписывал. «Гардиан» приходила и так далее. И можно было ему и другие статьи. Он читает по-английски, что он прекрасно читает по-английски теперь. Он вообще получил свое главное образование, когда он год был под домашним арестом, он сидел и читал книги. И я, когда к нему в Марьино приехала, когда он был там под домашним арестом, и я посмотрела на книги, которые стояли, я обалдела. Я просто обалдела. Он себя обучал политическим наукам, которым меня учили, значит, в лучшем американском университете. Он последовательно читал книги. Вопрос, который до сих пор обсуждается людьми и сторонниками, и противниками Навального, заключается в том, знал ли Алексей Навальный, возвращаясь в Россию после отравления, что его сразу посадят. Конечно. Железно знал. Ну, конечно. Я с ним разговаривала, когда он был в Германии. К нему приехала его адвокат. Она мне рассказывала, она ему сказала: 100% тюрьма. И Юля знала, что 100% тюрьма. Абсолютно. Это абсолютно 100%. Он понимал, что это будет срок не год, не 2 и не 5? Да, он мне так и написал: неужели вы думаете, что я думал, что Путин отделается несколькими годами? Ну, конечно, он меня посадит надолго. Да, конечно, знал. А ради чего Юля и Алексей на это пошли? Ради того, что это его профессия. Сидеть в тюрьме? Это то, что называется job description. Это вот описание российского политика включает в себя, что ты находишься вместе с людьми, которых ты зовешь на баррикады. Если твой народ находится в условиях репрессий, ты разделяешь с ним эту судьбу. Если твой народ, его бьют палками, когда они выходят на улицу, ты выходишь вместе с ними. Если ты обращаешься к этому народу и говоришь: ребята, сопротивляйтесь, ты не можешь их призывать сопротивляться, сидя в Германии. Ты должен приехать, и они должны увидеть, что ты готов пойти на плаху ради того, чтобы они услышали твой месседж. И когда сейчас Навальный обращается к людям из тюрьмы, пусть его голос не так сильно звучит, он звучит, конечно, значительно громче, чем голоса тех, кто находится в эмиграции, но несравнимо громче для тех, кто находится в России, конечно. Но люди понимают, что он разделяет их судьбу. И это работа политика. Как вы оцениваете изменения, которые произошли с ФБК за то время, пока Алексей сидит в тюрьме? Я никак не оцениваю. Понимаете, это команда очень убежденных людей. Они вынуждены были уехать из России, потому что они все были под уголовными делами. Леонид Волков уехал из России, когда против него было уже 2 уголовных дела. Кира Ярмаш была под домашним... Сначала ее сажали, потом она была под домашним арестом. И она чудом совершенно сумела получить визу и выехать из страны. Все они, без исключения, сели бы, если бы они не уехали. И Алексей считал, что они должны заниматься необходимой политической работой, находясь за пределами России. Я не оцениваю, это его команда. Ну, то, что сейчас фактически главным человеком в ФБК стала Мария Певчих. Ну, это чисто номинально, конечно, но главным человеком ФБК был и остается Алексей Навальный. При том, что коммуникации очень осложнены, и тем не менее, как вы, наверное, заметили, Алексей довольно много публикует постов. Я ему тут написал в каком-то письме: Алёш, очень хороший текст, прекрасно, точно там расставлены акценты, посылы. Он мне пишет довольно раздраженно. Интересно, какой текст вы имеете в виду, в котором я точно расставил акценты, посылы и там и так далее? Сейчас все очень коммуникации затруднены. Алексей лишен адвокатского иммунитета. Это значит, что когда его адвокаты приходят к нему в колонию ИК-6 строгого режима,
то они должны сдать все свои бумаги, и цензор в течение 3 дней проверяет их. Их встреча с Навальным происходит через пластик, который заклеен коричневой непрозрачной пленкой, чтобы он не мог ничего им вот так вот показать. Его морят в буквальном смысле слова голодом. Он все время находится в полуголодном состоянии. Ему выдают 3 кружки кипятка на день. Поэтому для того, чтобы приготовить себе куриный суп из пакетика, который надо залить кипятком, ему надо всего лишь выпить 1 чашку кофе утром, чашку чая вечером и вот залить, чтобы 1 чашку. Больше не дают. Поскольку он все время находится в штрафном изоляторе, в ШИЗО, это значит, что он не может себе заказывать еду из киоска. Вот я вам скажу, я специально здесь, Катя, поехала в тюрьму строгого режима, которая находится в апстейт Нью-Йорке. Тюрьма строгого режима Нью-Хевен, где сидят убийцы, причем несколько убийц, с несколькими убийствами, у которых сроки 40 до пожизненного, 30 до пожизненного, 60 до пожизненного и пожизненные. Я поехала, чтобы узнать, как сидят. Значит, у них свидания, длительные свидания с женами каждые 2 месяца. У Алексея Навального 1 длительное свидание в год. Он последний раз видел свою жену в мае 2022 года. У них краткосрочные свидания с близкими можно до 5 детей приводить. Каждый божий день, за исключением воскресенья. Тюрьма строгого режима. Пожизненное заключение. Навальный все время находится в камере. У него прогулка 1,5 часа в день. Тоже по камере, просто там небо видно через клетку, через колючую проволоку. А там, в Нью-Хевен, баскетбольное поле, футбольное поле. Тут травка такая, с таким газоном, тут можно походить и так далее. А он не может. В Нью-Хевен они могут, у них это называется, значит, кафетерия или столовая. Значит, они себе покупают курицу, которую они могут себе в камере приготовить, или уже готовую курицу, рис. Я пробовала их ланч, ничего хорошего, честно вам скажу. Бобы, какая-то там немного какой-то курицы, чуть-чуть зеленушки, йогурты, какой-то там яблочный джем. Думаю, что здоровому мужику это не сильно хватает. Но они покупают себе дополнительную еду, они могут готовить себе еду. Многие из них поступают в университеты и онлайн, и заканчивают онлайн-курс. Там нет выхода в веб, но есть внутренняя интернет-связь. Они могут говорить по телефону каждый день и так далее. Вот ничего этого у Алексея Навального, который, как известно, никого не убил, ничего не украл, и вся вина которого заключается в том, что он является главным оппонентом Путина Владимира Владимировича, ничего этого у него нету. За всеми решениями против Навального стоит конкретно Путин? Конечно. Лично? Лично. Мы находимся в Лоу-Ист-Сайд, Нижний Восточный район, который вам по каким-то причинам дорог, раз вы сказали, что это ваше любимое место. Мне он дорог, потому что с этим словом «Ист-Сайд» связана еврейская история, потому что когда после Первой русской революции, еще больше после страшных погромов конца XIX века, из Российской империи уехало 1,5 миллиона евреев. И огромное их число уехало в Соединенные Штаты. Тогда Соединенные Штаты, кстати, разорвали торговые отношения с Российской империей именно из этих страшных погромов. И они приезжали очень многие на Эллис-Айленд, да, значит, и оттуда они приезжали сюда вот на Лоу-Ист-Сайд. Здесь везде они селились, потом они постепенно, они сделали бизнесы, вот. Тут вот этот Кацдель, тут очень много всяких... Кацдель – это ресторанчик, в который вы любите ходить. Я его обожаю, потому что там очень вкусная еда. И потому еда такая еврейская, как у вас дома была, или такая еда еврейская, как в Израиле? Никакой
Дома у меня еврейской еды не было, потому что в Советском Союзе это было совершенно невозможно. Ладно, вам что, клёцки дома не делали? Нет, я сама, конечно, делали, но кнедлихи. Ну да. Но это делалось на празднике, а на самом деле, в Советском Союзе невозможно было кошер соблюдать. Вообще здесь целая культура есть вот этих, то, что называется дели, вот этих еврейских ресторанчиков. И раньше было их значительно больше, сейчас они стали постепенно исчезать. Вы ходите иногда по этому району, вы видите, вот тут точно где-то здесь была синагога, а сейчас там, я не знаю, там, например, там церковь пятидесятников или там какой-то буддийский. Потому что постепенно евреи стали уезжать в более богатые районы и бросать эти места. Насколько важная часть вашей идентичности то, что вы еврейка? Важнейшее. Я прежде всего еврей. Меня ведь привлекает очень философия иудаизма. То есть вы не просто еврейка, вы иудейка. Да, конечно. И это же не кровь, не столько даже кровь, сколько принадлежность к определенной религиозной традиции. Одно из важнейших постулатов иудаизма – не преклони колени перед человеком. Нет Бога, кроме Бога. Нельзя из человека делать Бога. Вот для меня это очень важно. Потому что тоталитарная или авторитарная традиция – это всегда попытка возвести на место Бога человека. Это всегда кончается очень плохо во всех странах мира. Поэтому для меня это очень важно, что не преклони колени перед человеком. Ну и просто мне очень это интересно. Мне вообще очень интересно это, понимаете, все. Я потом поехала, есть в Тель-Авиве музей диаспоры, и там... Мне нашли, откуда пришли. Альбацы пришли из Альбаз, это фамилия. Они вообще пришли из Марокко. В Касабланке куча совершенно альбазов. Те, кто приняли ислам, они эль-базы, а те, кто остались евреями, аль-базы. И был раввин альбаз сначала в Марокко, потом в Тунисе. Оттуда они бежали, когда начали убивать в Марокко. Они бежали в Испанию. В конце 15 века намахали из Испании, они бежали в Португалию. Я весь путь этот прошла, это очень интересно. Но евреями были и мама, и папа ваши. Да. Это папа. Папа. Да, мамы нет. Да. Мамы там сложно намешанные, там все было. Вы успели поговорить со своими родителями до их ухода о событиях их детства и юности. Почему вам было это важно? Я вам честно скажу, Катя, я ведь советский абсолютно ребенок, поэтому я все читала про войну. Меня ночью разбуди, я вам Симонова начну читать. Ты помнишь Алеша «Дороги Смоленщины»? Я читала кучу книг о войне, потому что и мама, и папа воевали. И Папа был разведчиком. Папа учился на 3-м курсе Московского электротехнического института связи. И его отправили в разведшколу. 2 недели. Вся разведшкола была 2 недели. У него была легенда, что он грузин, Григорий Басилия, что у него отец был фабрикантом, меньшевиком, и его расстреляли в Грузии. И вот он дождался, когда немцы придут, чтобы сразу перейти на их сторону и воевать большевиками. Это была элементарная и самая примитивная легенда. Но, как папа говорил, в начале войны такие легенды работали. А что он должен был узнать? Он передавал партизанам данные о передвижении войск. И плюс у него была рация, которую он взял на конспиративной квартире в Николаеве. И там его ждал напарник Николай. И они передавали, сообщение в Ставку Южного фронта о передвижении немецких войск. Отец вообще очень неохотно обо всем этом рассказывал. А может, по привычке, потому что он всю жизнь проработал в военно-промышленном комплексе, в специальном конструкторском бюро. И, вероятно, выработалась такая привычка не слишком много рассказывать про такие вещи. Потом он рассказывал, что они периодически переходили фронт, и его на нашей стороне встречал возница. Возница мгновенно узнал в нем еврея. Он сразу сказал: «Ты жид?» Много позже, когда отца давно уже не было в живых, в 95-м году
начальник главного разведывательного управления советской армии, когда отец был, значит, это была Красная армия, они мне дали 2/3 листка бумаги, на котором было написано, да, Альбац Марк Ефремович, легенда Григорий Басилий, парашютирован тогда-то, конспиративная квартира была там-то, в 1943 году комиссован, дальнейшая судьба неизвестна. Вот это все, что я от них получил в 1995, по-моему, году. Отец в ночь с 31 декабря на 1 января 1942 года вместе с Николаем, я не знаю фамилии Николая, и ГРУ мне не удалось получить этой информации, переходили линию фронта. Николая убили, они, судя по всему, попали под свой огонь, а отцу перебило ноги. И отец рассказывал, что он сидел в окопе, у него была какая-то рация, и там сообщалось о том, что немцы взяли Москву. И вот он сидел и думал, застрелиться или все-таки попытаться доползти. Он молодой парень был, послушайте, ему было 21 год. И он дополз каким-то образом. У него была гангрена обеих ног. Бабушки в эвакуацию в Чкалов сообщили, что Марку отрезали ноги. Но ему ноги не отрезали, он не дал. То, что вы еврейка, вам мешало в жизни? В советской жизни? Ну, что значит мешало? В Советском Союзе была квота на евреев. Она была 3%. Для сравнения, в царской России квота была 12% за чертой оседлости и 15% внутри черты оседлости. В школьном журнале было помечено Альбац Баженова Басин. 4 фамилии, было написано Евр. Когда мы ехали в школу, то первое, что мы делали, когда мы входили в трамвай или в троллейбус, то мы смотрели так вокруг и говорили друг другу. Мы втроем, как правило, ехали в школу. Аид. Потому что тогда очень много было такого бытового антисемитизма, и ты там как-то не так повернешься, не дай бог, портфелем кого-то заденешь, и сразу ты получала, ох, это жидовня, опять, значит, тут всех. Это было постоянно. Везде, в магазинах, в прачечной. Все время это было такое очень... Ну, люди были крайне озлоблены, ожесточены. В Москве были учителя, которые готовили еврейских детей к университету. Это были отдельные учителя? А это были учителя, которые понимали, что для того, чтобы поступить в хороший университет, принцип был очень простой. Ты должен был знать в 3 раза больше, чем любой нееврейский ребенок. И когда я поступала на факультет журналистики, мне помогло ровно то, что историки написали особое мнение, что, значит, у меня знания там на уровне 3-го курса ИСТФАКа. То когда мы с папой пришли подавать документы, то руководитель, значит, приемной комиссии отвел отца в сторону и сказал, не подавайте, она не поступит. А для отца, отец же был в башне слоновой кости. У него даже кабинет был в такой башне, его лаборатории. Он же защищал Родину. Он не мог представить себе, что Родина его ребенка не захочет взять в университет, потому что он еврей. Почему вы пошли на журналистику? Потому что папа был мужской шовинист. И он считал, что женщинам нечего делать в точных науках. Классика советского жанра. Вас послушать, ваш папа – олицетворение всего того, с чем вы в итоге всю свою жизнь боролись. Не, он был изумительный человек. Он был изумительный человек. Я приходила вечером там откуда-то, приходила к ним с мамой в комнату, садилась рядом с папой, и мы с ним разговаривали. Он меня однажды застал на кухне, я сидела ночью, читала «В круге первом», а это советская же власть, значит, за Солженицына срок давали. И он мне сказал, я тебя прошу, не приноси это домой. А у меня дома в комнате паркет я подняла, и там я хранила, значит, разную литературу. Чего у меня там только не было. Подождите, а в какой момент вот это вот начинается? То есть вы растете в нормальной советской семье с людьми, которые верят в коммунизм и работают на родину.
Мама была другая немножко. Еще у меня была бабушка, отец который был банкиром в Симбирске, и которого, естественно, банк отобрали. Бабушка выросла, естественно. У них был выезд. У нее была пони. Бабушка ненавидела отца, потому что он был коммунистом. Вашего отца? Моего отца, потому что это была гражданская война. Вот это, знаете, я много про это думаю, что в Советском Союзе вот эта гражданская война, она никогда не закончилась в 1921 году. Она продолжалась десятилетиями в семьях. И вот я в своем доме это просто наблюдала. Дед мой застрелился в 1929 году, потому что он был офицером Белой армии. Мама моя родилась в Ставке Врангеля в Ялте. Вау. И дед, и дядя мой, они были офицерами Белой армии. Дядя потом, он был врачом, онкологом, очень известным. В какой-то момент он был врачом Сталина. А дед мой, он был ранен в Первую мировую войну, и он, так я понимаю, все время ждал ареста. А тогда как раз в конце 20-х годов начались эти процессы против того, что называли буржуазных специалистов. И мама рассказывала, что она шла в школу, она обернулась и увидела в окне отца, он ей помахал. И все, и после этого он застрелился. Так что у бабушки моей, конечно, была страшная жизнь. Она была объявлена классово чужой. Она не имела права, при том, что у нее было высшее образование. Она закончила Смольный институт, но она не имела права преподавать. Ну, как вот мы с вами иностранный агент, теперь не имеем права преподавать. Все, что ей позволялось, это проверять тетради. Ей давали тетради, и ей платили за каждую проверенную тетрадку. Это была абсолютно нищая жизнь, поэтому отца она моего ненавидела, потому что он для нее был олицетворением вот всех тех людей, которые пришли и разрушили ее жизнь. Отобрали состояние, отобрали жизнь, отобрали мужа. Она никогда больше не была замужем. И я сильно подозреваю, что особых любовников у нее тоже не было. У нее был тяжелый характер. А на кого вы похожи в своей семье? Я очень похожа на отца. И характером? Ну, характер у меня, по-моему, хуже, чем у отца. Мама была легче значительно. Мама была актриса. Мама, когда вернулась с фронта, она пробовалась у разных режиссеров. И у нее был знаменитый спектакль «Немецкая овчарка». Был спектакль очень популярный в Москве. Но вы представляете, это 48-49 год. Где она играла медсестру, которая работает на оккупированных немцами территории в госпитале. И в госпиталь попадает советский летчик. И она его выхаживает. И у них, конечно же, начинается роман. Потом ее позвали в театр транспорта, и она играла там. А потом у нее случился туберкулез. Мама думает, что это когда они были на Волховском фронте, они все время были в холодной воде. И вот, видимо, тогда, собственно, у нее были все время, тогда начались пневмонии. А она уже подрабатывала на радио. И Юрий Борисович Левитан, когда у мамы открылся туберкулез, открытая форма, он каким-то образом добился, чтобы ее отправили лечиться на кумыс. Вот я вам рассказываю, как она рассказывала. Пить кумыс, и вот как-то это почему-то лечило туберкулез. И потом она говорит, что стало трудно совмещать театр, и она ушла играть в спектакле. Был в Гостелерадио, был радиотеатр. И, значит, мы, конечно же, выросли в театре. Наша тетя была знаменитая актриса театра Вахтангова Анна Ручка, которая играла в Турандоте Адель. И прежде всего Таня была просто ее любимая девочка. И было понятно, что Таня, конечно, идет в Щукинское училище. Все, театр какой, но ничего другого. Папа мой очень этого боялся, потому что он считал, что либо надо быть великой актрисой, либо никакой. И я так понимаю, что мама не была великой актрисой. И
Папу считал, что это трагическая судьба. И он отговорил Таню от того, чтобы идти в Вахтанговское училище. И папа вот придумал факультет журналистики. Была такая передача «Ровесники» на радио. Передача для старшеклассников. И при передаче для старшеклассников был совет ровесников. Мы сидели, была абсолютная вольница такая. И мы обсуждали, значит, всякие молодежные проблемы. В общем, невозможная вещь в советское время. Но это было. Короче, Таня пошла на факультет журналистики. А Таня Комарова по мужу. Да, конечно. И она пошла на центральное телевидение. Ну, она не сразу пошла на центральное телевидение. Ну, как-то да. Но у нас с Таней, у нас вот это, вот я вам говорю, было состояние гражданской войны. Оно у нас продолжалось, потому что Таня работала в программе «Время», а я работала в «Московских новостях». Таня была членом коммунистической партии, я никогда, естественно, не была. Но, знаете, я должна вам сказать, что Тани нету с нами давно уже. Она, к сожалению, умерла от рака в 56 лет. Был период, когда мы не могли общаться, потому что мы принадлежали к разным как бы, политическим направлениям и к разным конфессиям. Но в какой-то момент мы решили, что мы просто сестры. То есть вы помирились? Ну, мы просто решили, что мы сестры. Таня с большим уважением, надо отдать должное. Я когда приезжала, она специально для меня отдельно там готовила, потому что я там не ем какие-то вещи. Она с большим уважением относилась ко всяким моим, значит, припиздям. И она фактически была пресс-секретарем Раисы Максимовны Горбачевой. И так я понимаю, что у нее было много поклонников и покровителей в ЦК КПСС. И когда я начала писать о КГБ, Таня в какой-то момент, она мне там позвонила и сказала: «Жень, тебе просили передать, что ты должна быть осторожна, что ты заходишь слишком далеко». И, в общем, для нее это была рискованная история меня предупреждать. Когда вы поняли, что рассказывай или не рассказывай о том, что творил КГБ в эпоху своего расцвета, это ничего не изменит в отношении людей к сталинскому или прошлому, и вообще к самой системе КГБ? Я не думаю, что это не меняет. Я все равно считаю, что это очень важно. Просто для того, чтобы уничтожить сам институт и вот эту институциональную культуру... А это возможно? Да, конечно. Это было сделано в Чехии, это было сделано, естественно, в Германии. Значит, Катя, все страны Варшавского договора, которые были, значит, коммунистическими, социалистическими, рано или поздно вынуждены были пойти на люстрацию, открыть архивы КГБ и заняться всей этой агентурой. Первое это сделал Вацлав Гавел в Чехии, при том, что Вацлав Гавел был, так сказать, чемпионом прав человека, и он очень неоднозначно относился к люстрации. Тем не менее, очень жесткая люстрация была сделана в Чехии, потому что все КГБ социалистических стран, они все подчинялись 11-му отделу КГБ СССР. То есть это все были, так сказать, подразделения КГБ СССР. То есть вы по-прежнему считаете, что в России, стране, в которой половина, ну, если так провести линию, то ровно половина людей сидели и были так или иначе... А вторая их охраняла. А вторая их охраняла и сажала. Да. И вот в этой стране репутационно уничтожить ту половину населения было бы выходом. Нет, не надо было уничтожать. Репутационно. Никак. Не надо уничтожать. Надо было бы посадить тех, кто непосредственно виновен в репрессиях. Это было сделано во всех странах мира. И все совершенно понятно, что надо делать. Я читаю лекции по иллюстрации. Значит, вы прежде всего открываете архивы, вы делаете это максимально публичным. Вы все выдаете в паблик. Вы принимаете законы, по которым вы запрещаете людям, которые работали в КГБ СССР, быть избранными и работать в каких-либо органах власти. Пожалуйста. Бизнес, то вперед, ребята, создавайте свои частные бизнесы. Мало кто сумел, кстати говоря. Они же этим не умеют заниматься. Но понимаете, почему это еще очень важно? Вот, например, в той же самой Чехии или в Польше. Ведь что происходило? Они были, конечно, обозлены. Поэтому они тут же начинали помогать оппозиции.
против правительства, чтобы вот они объясняли оппозиции. Вот вы, дураки, не понимаете, демократы, а вот власть устроена так и так и так. И надо вот сделать... Это было усиление оппозиции. Это была безумно важная история, которая произошла в странах посткоммунистическую транзицию. Было ли это болезненно? Было. Конечно, было. Возможно ли это хотя бы теоретически в России? Да, конечно, возможно. Ну, просто сейчас-то у вас у власти. Послушайте, вы посмотрите, к 2015 году президент КГБшник, спикер парламента ГБшник, глава администрации ГБшник, руководители 10 корпораций ГБшники, все замы руководители министерства агентств ГБшник. Слушайте, просто это же ход событий. Вы что, ожидаете, что эти люди что-то будут делать? Я помню хорошо пресс-конференцию первую Путина в должности президента Российской Федерации, когда он как будто бы в шутку отдал честь Патрушеву и сказал, что задание выполнено. Он пришел на Лубянку в актовый зал. Была встреча, значит, состава ФСБ с Путиным. И это Путин пришел кланяться в ноги. Потому что в КГБ, или там это называлось ФСБ, к нему плохо относились. Его считали предателем. Потому что он пошел работать на Собчака, а Собчака они ненавидели за расследование в Тбилиси, когда саперными лопатками порубили людей на демонстрации. И Путину сначала надо было всячески завоевывать их расположение. Но при этом, должна вам сказать, Катя, не только Путину отдавали честь. Когда Путин избрался, была одна узкая компания, где был хороший мой знакомый. И подняли тост за ЧК. И все встали. Он один остался сидеть. И там был в том числе и Евгений Примаков, и другие люди. Ну, вы знаете, Евгений Примаков был агентом КГБ СССР с 1950 года по кличке Максим. Так вот, когда Путина избрали, это было потрясение для них. Они не могли поверить, что вот это само пришло к ним в руки. То есть они это не организовывали, это случайность? Это не случайность, это дикое невежество, тщеславие и невероятная страсть к деньгам ельцинской семьи. Ну, Ельцин был в очень плохом состоянии, и тем не менее Ельцину скорее нравился Аксененко, был такой глава РЖД тогда и министр путей сообщений. Ельцину нравился Аксененко, Чубайс, Гусинский и так далее. Они поддерживали Степашина. И Степашин был совершенно убежден, что он станет преемником Ельцина. Он приезжал сюда, в Соединенные Штаты, и его Клинтон представлял, как вот это будущий президент России. На это положили на стол Ельцину, после чего, значит, судьба Степашина была решена. А Таня, Валя и Волошин, они настаивали на Путине. Потому что, значит, Путин был заместителем руководителя администрации президента и возглавлял контрольное управление, которое занималось коррупционерами, прежде всего, в регионах. Кстати, когда он стал заместителем руководителя администрации президента, то, как мне рассказывали люди, которые под ним работали, все сразу поняли, по телефону больше разговаривать нельзя. Все телефоны тут же были поставлены на прослушку. Все в администрации президента это знали. Но он был чрезвычайно лояльный. Вот мне рассказывал заместитель руководителя администрации президента, он сейчас в России, поэтому я не буду его называть. Милейший человек. Тогда он мне рассказывал, что идет вот заседание администрации президента. Ельцин совершенно был не способен, он и не появлялся, и если он был трезвый, то в каком-то замутненном сознании. В общем, он плохой был. Просто очень сильно больной человек. Идет заседание администрации президента. Надо принимать решение. Надо обсудили, надо принимать решение. Встает, его называли Вова Путина. Вова. И, значит, выходит из зала заседания. Идет в следующий кабинет. Следующий кабинет, там был кабинет Татьяны Дьяченко, потом Юмашевой. Идет, получает указания, как надо голосовать, возвращается и говорит, вы знаете, вот есть мнение. И он был чрезвычайно обходителен, он всячески показывал и Татьяне, и Валентину Юмашеву, насколько он им предан. Помог ему нынешний первый заместитель руководителя администрации президента, который возглавляет
занимается всей внутренней политикой России, господин Кириенко, который, когда он был председателем правительства Российской Федерации недолго, он, собственно, уговорил Юмашева, который был фактически главным в стране, назначить Путина главой ФСБ. Я разговаривала с Волошиным, если мне память не изменяет, это было февраль, наверное, или март 2000 года. Я напросилась к нему на встречу в администрации президента, приехала к нему в 14-й корпус Кремля. И, в частности, я ему говорила: Александр Владимирович, что вы делаете? Вы не понимаете, это не один ГБшник приходит во власть, это придет весь институт. Вы не успеете оглянуться, как они займут все ключевые места. Они будут контролировать все кэшевые потоки. Вы ничего с этим не сможете сделать. Александр Стальевич писал мне на бумажке, потому что он понимал, что его прослушивают. Он писал на бумажке: мы его полностью контролируем. Когда я готовилась, я посмотрела довольно много ваших интервью, скажем, второй половины 90-х годов. Как и многие ваши интервьюеры, я тогда и в начале 2000-х полагала, что вы скорее сгущаете краски, что это очень эмоционально. И вот сейчас, спустя 20 лет после того, как они вышли, я их посмотрела, и меня потрясло то, что все, что вы там говорили, сбылось, и даже чуть больше. И раз уж вы такая Кассандра, можете ли вы предположить, что ждет нас в ближайшее время? Учитывая ваши знания режима, ваши знания спецслужб российских, и я думаю, что представление о том, что от них очень многое будет сейчас зависеть, от того, как они себя поведут. В России нет спецслужб, в России есть политическая полиция. Это разные вещи. Спецслужбы работают на общество. Политическая полиция защищает власть от собственных граждан. Что касается прогнозов, мы можем судить о том, что происходит с такого типа режимом, потому как это происходило в режимах похожих. А похожие режимы в странах Латинской Америки. Конечно. Ни с какой Европы Россию сравнивать нельзя. Есть коалиция людей в погонах. В Латинской Америке это армия, а у нас КГБ, выходцы из КГБ. И это люди, которые, во-первых, продуцируют и исполняют насилие. Ведь очень часто в таких режимах не нужны полномасштабные репрессии. Их и не будет в России. Нужны точечные репрессии или небольшие по объему репрессий, чтобы все остальные испугались. Вот они продуцируют насилие, они принимают стратегические решения, а есть бюрократия, технократы. У нас это вот Мишустин, Собянин, вот эти все ребята, Набиуллина, которые занимаются управлением экономикой в каждодневном режиме. Чтобы не произошло там окончательного, значит, коллапса рубля. Значит, если Путин проигрывает войну, то он либо окажется в Гааге, чего бы хотела я, то есть в международном суде, и дальше до конца своих дней в камере, либо, собственно, окружение в лучшем варианте с ним сделает то, что генерал КГБ Семичастный сделал с Хрущевым, отправив его на 2 десятилетия на дачу в Жуковку, либо ему перережут глотку. Тогда к власти придет его ближайшее окружение. То есть это будет обязательно выходцы из КГБ, обязательно корпорация, члены корпорации, которые сейчас, собственно, и правят страной. Я не согласна с теми, кто говорит, что в России персоналистский режим. Это не так. В России корпоративный режим. В политической науке это называется фашио или фашизм. Так, как это было в Италии Муссолини, в Португалии времен Салазара и отчасти в Испании Франко. Когда закрытая совершенно корпорация, совершенно непрозрачно для основной страны, принимает все важнейшие решения, прежде всего в своих собственных бизнес-интересах. И члены этой корпорации возьмут власть. Но режим будет совершенно нелегитимный. Легитимность – это такое трудное понятие. Это когда большинство в стране признают, что Имеряк является лидером. У Путина легитимность его основывается на том, заметьте, что он все время устраивает себе выборы.
Да, это никакие не выборы. У него никогда нету соперников. Да, именно поэтому он не допустил Навального к выборам 2018 года. И там против него выступали там какие-то охранники или Явлинский, что примерно одно и то же. Да? Но, тем не менее, в стране, в которой нету долгой политической культуры демократии, и где у людей довольно такое сложное представление о том, что такое демократия, и, как при советской власти, они ходили строем в избиркомы и, значит, голосовали за Брежнева, за это давали, значит, сырники. Вот при Путине чуть-чуть, может быть, не строим, но, тем не менее, все примерно в ту же самую сторону. Но, тем не менее, это создает вот ему вот эту самую легитимность. И это тот ресурс, которого ни у кого из его ГБшных генералов нет. Когда к нему какой-нибудь генерал придет и скажет: Вова, ты поправил, значит, хватит тебе сидеть на Сургутнефтегазе и так далее, мы тоже хотим стать миллиардерами, или там мы уже миллиардеры, а мы хотим заработать еще там чего-нибудь, и уступи-ка место, Вова ему этому генералу скажет: за тебя народ будет голосовать? Он за тебя голосовал, что за тобой-то стоит? Ну, за мной танки, дивизии. И что ты делаешь с танками, дивизиями на страну 144 миллиона? А я, говорит Вова, за мной вот миллионы голосов, и женщины все 64+, они меня любят. Я их любимый мужчина. И что бы я ни сделал, они говорят: Путин лучше знает. Мы не знаем, правильно, неправильно, но Путин знает. У тех, кто придет после него, такой легитимности не будет. Они будут понимать, что у них нет легитимности, и, конечно же, это принесет за собой более жесткую волну репрессий. Вот тут наступает тот момент, когда для элит это вопрос выживания. И вот тогда эти самые элиты снесут такой режим. А свои же уберут. В какой-то момент в Бразилии были эти перевороты, и все время, значит, военные участвовали то на стороне этих, то на стороне этих. А потом в какой-то момент политики сели и договорились, что больше мы не привлекаем военных в политику. Исключительно из самосохранения. Не потому, что они поверили в демократию, а потому что страшно жить, Катя. Жить-то хочется, особенно когда у тебя миллионы и миллиарды в банках. Где-нибудь там и хочется снять санкции, потому что надоело жить в этой золотой клетке. Когда мне рассказывают: ой, вы посмотрите в списке Forbes, они все стали более богатыми за время войны. Ага. Только где деньги-то тратить? В Дубаях? В Абу-Даби? Нет, ну, Сочи кто говорит, наверное, но тем не менее. Это я к тому, что вот тут как раз и произойдет смена власти, и начнется либерализация режима исключительно из инстинкта самосохранения. И захочется снять санкции. И захочется, чтобы дети опять могли ездить в хорошие западные университеты. Внуки могли бы учиться в хороших школах-интернатах Швейцарии и Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Но, наконец, Катя, вот вы сильно не молодой мужчина. Ну, не вы, вот представьте себе. У вас молодая любовница, вы к ней едете. Все, Виагра, все дела. Но надо же купить какой-нибудь Луи Виттон. А нет Луи Виттона. Надо же купить какой-нибудь Шанель, а нету Шанеля. Мне кажется, что у кого надо, у того все равно все еще есть. Знаете, это не так просто. Это раньше ты заехал по дороге к любовнице в ЦУМ, а теперь надо заранее заботиться. Это все не так просто. На 2 звонка больше. В любом случае, раньше вы сажали девушку на свой самолет и везли в Париж. Или яхта княгини Ольги, и она возила вашу жену, пока она не ушла к более молодому человеку, по всему Средиземноморью. А теперь что? Яхта арестована. Девушка говорит: сколько я должна быть твоей Рашки? Как мне здесь надоело. Я хочу пройтись по Елисейским полям. А ты говоришь: не, ну то слушай, ну санкции, меня там могут арестовать. А девушка говорит: нет, хочу. Вся надежда на девушек. Но на девушек всегда вся надежда. Но главное, что элитам жизнь в золотой клетке сильно надоест. Каков горизонт решения вам, проблемы?
Вот сколько времени вы отводите на это? 2-3 года. Я, конечно, не профессор Соловей, но мне кажется, что у Путина кончаются деньги. Вал рубля, который идет в России, это результат проблем, которые нарастают. Денег становится все меньше, расходы колоссальные. По оценкам американцев, треть российского бюджета на следующий год это все идет на войну и военно-промышленную. Треть. Коллапс внутренний российский остановит войну? Нет. Нет. Никакого внутреннего коллапса не будет. Будут обирать бизнесы. Это то, что называется налог на сверхприбыль. Будут обирать бизнесы, будут сокращаться социальные программы, будут проблемы с больницами, с здравоохранениями и так далее. Но коллапса никакого не будет. Просто станет понятно, что Путин проиграл войну. И если раньше те, кто поддерживал войну, считали, что вот они сейчас получат для себя весь рынок Украины, а тут и приза никакого нету в виде Украины, ее рынка, ее сельского хозяйства, ее угля, там, металла и так далее. И при этом есть санкции. И при этом жизнь в золотой клетке. Вы обратите внимание, что все дети советских генсеков на Западе. Дочь Сталина скончалась вот в этом городе, в Нью-Йорке. Сын Хрущева в штате Коннектикут умер. Племянница Хрущева в Нью-Йорке. Внук Брежнева в Соединенных Штатах. Дочь Горбачева в Германии. Внучки Горбачева по большей части в Соединенных Штатах. Они все оказывались там. Как вы думаете, почему советские разведки были такие дикое количество провалов в последние годы советской власти? Потому что советская разведка, первое главное управление КГБ СССР, это стало синекурой для детей членов и кандидатов в члены Политбюро. А почему она стала синекурой? Что они там забыли-то в разведке? Чего им только захотелось быть шпионами? Потому что они не хотели жить внутри Советского Союза, они хотели жить на Западе. Потому что прокладки на Западе, а в Советском Союзе их не было. Потому что всякое шматье на Западе, а в Советском Союзе не было. Ну и вообще цивилизация. Вы думаете, что-нибудь изменилось, Катя? Я очень внимательно всегда читала журнал «Татлер». Обожала интервью с детьми всяких, значит, богатых чиновников и олигархов. Как они страдали во время ковида, когда им пришлось вернуться в Россию и практически не вылезая из своих $1000 спортивных костюмов. Так что совершенно ни одной секунды не сомневаюсь, что и дети, и любовницы, и сами сильно стареющие путинские чиновники будут делать все, чтобы были сняты санкции. А они понимают, что санкции могут быть сняты только, когда не будет Путина. Это правило номер 1. Б. Санкции могут быть сняты только, когда закончится война, и Россия согласится на репарацию Украине, на восстановление Украины. Для этого неизбежно потребуется либерализация режима. Они, конечно, себе не представляют тех трудностей, которые предстоят. Никакого Маршалл-плана для России не будет. Никто не будет заниматься восстановлением России. Украину восстановят и сделают просто модельной страной. Не говоря о том, что Украина будет самой сильной армией в мире, поэтому она станет самой сильной страной региона. Просто с точки зрения военного могущества она станет самой сильной страной. Если, конечно, Путин совсем там все уже в конец не уничтожит весь украинский народ. России никто не будет помогать. В одном из своих ранних интервью в 90-е вы говорите о том, что когда вам будет 60, вы мечтаете сидеть и просто изучать Библию. Судя по всему, в Библии вы продвинулись. Но о чем вы мечтаете теперь? Думаю, что я уйду в Ешиву. Мне интересно про это думать. Я мечтаю о том, чтобы закончилась война. Я мечтаю, чтобы Путин оказался в Гааге. И я обязательно буду вести оттуда репортаж. Как ему будут зачитывать его преступления. Чтобы он это слышал. Вот я мечтаю дожить от этого. А если этого не случится?
Случится. Так или иначе случится. Рано или поздно обязательно случится. Знаете, вот я вам рассказывала про историю Хвата и его дочери. Рано или поздно их всех это настигает. Они вынуждены менять имена, они вынуждены переписывать свою биографию, отказываться от своих родственников. И Путина настигнет. Его не настигнет. Его дети будут за это отвечать. И вы об этом мечтаете? Я мечтаю о том, чтобы Путин был в Гааге. Я мечтаю о том, чтобы Алеша Навальный вышел из тюрьмы и смог нормально избираться и стать лидером России. И провести конституционную реформу и сделать Россию парламентской республикой. Чтобы больше никогда не было диктатуры. Ну и я не против, если у меня будут внуки. Возможность вашего возвращения, возможность окончания войны, она напрямую связана с тем, что власть в России должна смениться? Или вы предполагаете какое-то завершение войны при этой власти? Если Путин проиграет войну, то для него будет это конец его истории. Я не знаю, конец ли его жизни, но точно конец его власти. Сам Путин не может остановить войну? Нет, он никогда. Он отлично понимает, что он жив, пока он ведет войну. Иными словами, вы вернетесь только в ту Россию, в которой уже не будет Путина? Я вернусь в ту Россию, в которой я не буду арестована. Москва снится вам? Она мне не просто снится. Я очень хочу домой. И это не даже, знаете, это не снится. Это запахи. Здесь нет вот тех запахов, которые есть. Это даже невозможно объяснить. Вот это, да. Книги мои. Я взяла всего очень мало, то, что там я в чемодан могла положить, но я все время наталкиваюсь на то, что вот эта книжка, я точно знаю, где она у меня стоит на полке. Я в темноте могла найти книжки на своих полках, понимаете? Но самое главное, конечно, это Москва, это мой дом. Она не просто мне снится. Я ностальгию очень хорошо понимаю. Причем, понимаете, я ведь много уезжала. Я суммарно, наверное, до иммиграции прожила в Соединенных Штатах 4 или 5 лет, когда училась и так далее. Но я всегда, я обязательно приезжала на Новый год в Москву, на лето, но самое главное, что я всегда, я знала, что у меня есть предел. 1,5 года, дальше мне надо обратно в Москву. Я не могу. А беда заключается в том, что я впервые в своей жизни я не могу приехать. Потому что адвокаты считают, что арестуют прямо на границе. И, в общем, я там кое-что выясняла, и похоже, что да. И опять мне влепили 5-ю административку. Уже здесь. Понимаете? Но вы себя не обманываете. Вы не говорите релокация, вы говорите иммиграция. Конечно, я понимаю, что это иммиграция. Я просто все время себе задаю вопрос, сколько это может продлиться. Честно вам скажу, я была совершенно убеждена, что к концу лета этого года я буду обратно в Москве. Что это не может долго продолжаться. Мне казалось, что это совершенно невозможно. Очевидно, я не возвращаюсь уже летом. И когда я думаю брать в лизинг машину, мне говорят, это на 3 года. Я говорю, нет, я уеду раньше. Я домой хочу. Там моя сестра, моя близняшка. Мы говорим почти каждый день. Там мне понятно, понимаете, зачем я занимаюсь журналистикой или преподаю, хотя все мои курсы в вышке были закрыты еще в 2012 году. Все мои друзья в тюрьме. Все. Чем я занималась? Вы спросите, Жень, что вы делали в воскресенье? Я вам скажу. Сначала я писала письмо Алёше Навальному, а потом Ильюше Яшину. И себе записала, что надо написать Мише Кригеру, Сафронову и Жене Берковичу. Понимаете, как это? Я не могу их оставить там. Выберите, пожалуйста, милосердие или справедливость? Справедливость. Свобода или стабильность? Свобода. Правда или безопасность? Правда. Родина или истина? Родина. Вы можете себе представить тот день, когда вы приезжаете в Москву? Да. Какой он будет? Не знаю. Мне хотелось бы, чтобы это был мой любимый месяц в Москве. Это май. Когда свежий еще воздух. Только-только
взрываются почки, появляются зеленые листки, и вот это ты просто чувствуешь вот этот запах вот этой новой жизни, и этой зелени, и это солнце, и еще не жарко, и не пыльно. Вот я такую Москву ужасно люблю. В любом случае, я хотела бы дожить, Катя, до того, когда я вернусь в Россию, Алеша Навальный выйдет из тюрьмы, а Путин сядет в тюрьму. И Россия начнет новый этап строительства нормальной, цивилизованной, демократической жизни.